Так, всем привет, ребятки. Так, работает, как сейчас звук, сейчас проверим. Ну, как он? Дойдет сейчас. Так, всем привет, ребятки. О, все работает, все отлично. Все отлично. Сейчас поделимся. Отправим поделиться видео. Отправить. Так, сделал, да? Сейчас, секунду, ребятки. Секунду, все включено, да? Так, все вроде бы включил. Все настроил. Так, все, пойдем. Копать, что ли, пойдем? Или Андрюхе помогать? Андрюх, кто-то? Ушел. Значит, пойдем копать. Ой. Сегодня диета моя кончилась. О, в реале я имею в виду. Так, что у меня здесь с инструментом? Все в порядке. А тут бы починить, наверное. Пойду-ка я починю, чтобы была лопата целая. Ага, телегу уже убрали. А где ремы брать? Я вот здесь вот видел ремы. Бля. Может, вот в этой вот валяется? Автомобиль. Нет. О, вот. О, есть. О, есть. Сейчас починим лопату немножко хотя бы. Починить. Одна сколько восстанавливает? Ну и еще разок, она полная. Полная, нормально. А сколько в автомобиль влазит-то? 300 всего, да? Такая маленькая тачечка. Двигать могу, починить могу, изучить. Так, народ появился, да? Ой, кто опытный есть, вот объясните, что за чушь такая происходит. Вот сейчас пойдем проверим этим. Я, правда, там твином. Но у меня один вопрос. Надеюсь, комменты, может, напишите, когда кто не зрителем сидит, а там внизу по поводу этого. Вот это вот вопрос. Или это баг, или это что-то такое непонятное. Вот. Буду надеяться на ваши комменты под видео. Вот, когда оно будет сохранено на канале. Вот такая задачка. Вот. И это не у одного, то есть уже у троих получается. Не знаю, у остальных проверим. Вот, у троих точно, у четверых даже. 4 персонажа это делать не могут. Вот видите,
напилить, нарубить, изучить. Все, объект. Так, изучаем, чтобы знать. Оно одинаково, этот объект. Просто стоит вот здесь вот. Вот эти то же самое. Вот эти то же самое. О, то есть и верхний, и нижний. Брать я поднять не могу. Вот. Мы изучили, какое качество, сколько количество там и какое бревно. Иду вон рядом, которое... Вон, бревнышко. Так, вон она. Вон. Вот, бревнышко. Такое же бревно. Такое же бревно. Вот. Видите, поднять могу. Поднять появилось. Добавилось. Понимаете? Вот. Изучаем объект. Сейчас, проверь. Что-то не изучается. Изучаем объект. Оно такое же, как там. Вот. Все наверху. Точь-точь. По поводу разрешения территории. Все зеленое. Что здесь, что там. Ну, все зеленое. То есть, видите, то есть здесь зеленое. Вот. И там зеленое. То есть вся территория наша. Но почему я там не могу поднять, а здесь могу поднять? Вот в чем суть? Вот. Стоит здесь рядом, как бы, вот видите, зеленое, все зеленое, то есть тут вся территория наша, это не влияет. Вот. Стоит тут живодерня, вот, живодерня, вот видите, живодерня рядом, вот. Почему нельзя те бревна взять? Я удивлен просто. Вот. Ну как это права доступа не сделаны? Права доступа... Ну ладно, хорошо, Кариэлс. Хорошо, права доступа нету, да? Вот, ладно. Придет главный наш, да? То есть самое-самое с коронкой. Вот. Проверим, он сможет это делать, поднимать их. Вот. Вот. Проверим. Вот. Или офицеры, которые вот могут даже... Нет, просто я знаю, у меня скрин есть у другого человека. У него даже разрушить объект есть возможность. То есть у него права допущены. У него то же самое, это все высвечивается. Но вот у меня разрушить объект, у меня нет прав на это. Понимаешь? А у того человека, он не главный самый. Вот. У него высвечивается, что он может это делать. Вот, разрушить. Вот. То есть у него право есть, значит. Правильно же? Вот. То есть не это не право. Как право вот, зеленое. Вот, где зеленые, у меня все право есть же, правильно? Я в этом клане. Вот. Вот. Просто у нас у одного товарища, вот, то есть, ну он офицер, наверное. Сейчас я гляну по этим, как его. Он, наверное, офицер. Да, он, походу, офицер. Но у него, значит, право-то есть. О. То есть, я думаю, это просто баг, наверное. Вот, жду ваши комменты. Вот, это вот меня заинтересовал вопрос. Обсуждение надо устроить на этом стриме уже в другие дни. То есть, буду ждать ваши комменты. Баг, наверное, баг, скорее всего, да. Мне кажется, большинство как бы, мне кажется, это баг. Не это просто забаговались эти деревья здесь, видимо, и все.
И ничего ты не сделаешь, и ни один человек не сделает, пока что они не пропадут, наверное. Оно же какое-то есть определенное время у каждого бревна, сколько-то оно жизни-то, правильно? Вот. Я не знаю, раньше было бревна, например, ты положил 10 бревен, да, у них определенное количество времени, они могут, они просто потом исчезают. То есть, если ты не выработал этот материал, а вот сейчас вот я не знаю, просто я только третий или четвертый день начал играть, вот, в новую версию. Вот. Я не знаю, как сейчас это с этим делом происходит. Вот чего. Так, ну туда рыть нет смысла. Я вот эту хотел дорыть, да? Брать стеночку. Давай уберем. Времени нет. Сколько хочешь могут лежать, да? Сегодня пятница, сегодня, наверное, разбойники будут ходить вечером. О. Наверное, сегодня разбойники проснутся, у них выходной завтра. У многих, ем. Наверное, разбойники сегодня придут, точно меня колотить будут. В судный час мне придется уходить, наверное, туда, куда-нибудь, вовнутрь. Ближе к охране. Наверное, придет сегодня разбойник, все-таки мне не даст покопать. Тихая какая-то игра пока что. Не пристают никто, ничего. Американцев не видать чего-то их там. Они вообще что там делают, не делают, не знаю. Я вот сколько с горы наблюдаю, ни одной души никогда не было еще пока что. Туда поглядываю в ту сторону. Вот. Может быть такая дальность, то что не увидишь. Ходит там человек, не ходит. Ну вот, когда я начал, вот эти вот башенки, они не светились. Вот. А вон в поле вроде бы есть кто-то. Народ какой-то. Башенки вот эти вот не видела я их. А вот сейчас появились, или только они их выстроили. Вот. Ну, их, мне кажется, не было. Ну да, гранит утащили, ё-моё, вот и башенки построили, ёпта. У ребят гранит украли, ё-моё, и башенки построили за счет чужих людей. Мы доберемся до них. Доберемся. Гранит свой заберем в 10 раз больше. Надо до них добраться. Нет, я американцев как бы уважаю, но не воров. Воров я не люблю. Даже русских. Даже русских. Таких надо наказывать.
Это люди редиски, нехорошие люди. Редиски. Надо так. Чужое не трожь. Вы такие. Только свое. Только свое. А чужое зачем? Люди работали, делали. Вот. Копали, а к ним пришли и все забрали. Ну как так? Это некрасиво. Воровать это некрасиво. Блин, да как докопаться бы сегодня до 90-й, а? Было бы просто супер. Блин, вот зачем они туда, а? Блин. Копать начали, а? Все бы, наверное. Нет, туда, мне кажется, нет смысла копаться. Может, заново начать вниз? Вика, привет. Привет, Вика. Давно тебя не было. В чате-то. Не видать. Ну. Давно в чате не было, Вика. Ребят, поделитесь видео, пожалуйста, а? Если есть где-то возможность поделиться видео, поделитесь, пожалуйста, побольше хоть зрителей будет. Игра может возродиться. Вот. Кстати, она бесплатная, вот, игрушка. Деньги за нее не надо платить. Можешь заходить. Один персонаж у тебя будет, то есть и в нее можно бесплатно играть. У нас вроде вот берут людей. Вот. Хотите, одни играете, хотите с кем-то, то есть игра бесплатная. В Стиме прям можете скачать ее. Вот. Она устанавливается там легко, все легко делается, сам попробовал. Вот. Можно у них с сайта, то есть отдельно она будет. Вот. Дядь Саша даже получил 10 тысяч. Это подарок какой-то мне дали там. Ну, я еще одного персонажа завел. Травника буду качать. О, травника. Да, Дода Гелот. Бесплатная игра. Вот, бесплатная. Нет, один билет дает бесплатно. Один билет тебе по-любому, даже два. Но у меня, я ее не покупал в Стиме. Вот, у меня юшка куплена. Вот, и это... Один персонаж ты можешь перетащить сюда. Вот, вроде бы так. Не знаю, я сегодня, вот, Валера скачал, у меня в друзьях есть, вот. Он вчера играть вроде в нее начал, вот. И я у нее спрошу.
Конечно. Там только единственное, у Примака опыта больше вот сюда, вот плюс у тебя будет. То есть не 500 тысяч будет, а 1000 будет. Вот. Также здесь, наверное, тоже увеличится опыт. Вот. Такое. Вот. Потом вот здесь тоже увеличится. Вот. Пока, Вика. Теперь можно бесплатно. Влад, там вот баг, ты видел, чуть-чуть, если перемотаешь стрим на начало, там баг, ё-моё, с досками, я не пойму, что это такое. Мне даже интересно стало. С бревнами, ё-моё. Надо все-таки докопаться, большой, ё-моё. С бревнами там баг. Вот. На начало, если стрима там перемотайте, я в начале в самом показал там. Я потом вырежу, отдельно сделаю. Надо будет это все как бы сделать красиво с этим багом. Может, к ним отправить, они исправят. Вот, интересно даже стало. Мне кажется, вот здесь, наверное, не будет сейчас загружать собака. Вот должно, по идее, вот туда, вниз, вот так вот скидываться же. Ну, гад, блин, а. Не хочет. Он повыше поднялся. Может быть, будет. О, гад, еще отойдем. Вот так вот. Ну так он будет горку делать, я. Тоже не делаю. Чем делом? Нельзя я. А так можно. Вот он поднимает право и лево. Какую-то битву скинули против могилей. Чё он не может, а? Ну вот почему такое, а? Вот гад, а? И сволочь. А вот здесь может ее, и вот туда ссыпает. Ну, видите, вон там он равняет. Видите, вот так вот может. А так не может. Гад. Сколько там уже прокачалось-то? О, обработка 45. Так, а это... Каменолом, мне интересно, пустая? Нет? Я проверю. Я хочу камень попробовать потесать. О, Влад пришел. Влад! Не может, потому что там слишком много уже насыпано. Слишком большая гора и не может осыпаться из-за того, что там стоят. Это сыпаться, ладно. Там, ты видел у живодерни, там это, баг какой происходит? Сейчас, секундочку. Видел? А? Там лежит, короче, 10 бревнышек, вот, у живодерни. И их поднять, ну, по крайней мере,
4 персонажа не могут. Мы уже вот попробовали. Иностранец, вот этот, который у нас в клане, он не может, да? Потом еще... Иностранец? Ну вот, американец, который. Сиэтл, который. А, Вадик. Мгм. Вот, он не может поднять. Потом еще вон Андрюха сидел сейчас вот. Андрюха 28 рус, который. Вот. Тоже не может. Они Вот. забагали, значит. Вот. И я тоже, я двумя даже попробовал. То есть... Не, они заглючились, может, там бревна. Кто-то так просто бывает. Я, например, со своей комнаты кровать не могу вынести. Да. Да. И все, она осталась там пожизненно теперь. Поэтому стоит кровать. Понятно. То есть здесь такие вещи происходят, да? Конечно. А разрушить можешь? Да. Эти бревна вообще-то разрушить можно. Вот. Ну с ними ничего нельзя вроде бы там, и даже напилить нельзя. Сейчас я вот попробую камень обтесать. У меня там... Не, бывает, которые напилить можно, и если напилить нельзя, то значит это уже такие бревна. 45 обработка вот сейчас, в данный момент. Вот я хочу попробовать гранит. Не, мне надо было камень, ё. Ну давай гранит. Попробуем одну хотя бы штучку скрафтить. Какой получится? 66-й. Это я уменьшаю наоборот. Наверное, из-за кирки. Какая кирка у меня? Не, из-за кирки, если ты копаешь... 95-я это кирка. И все равно. Ты хочешь потесать? Нет, а нету смысла. Нет смысла, да. Еще Пока раз. нету 90-го, ты можешь хоть сотой киркой тесать. Не, почему 80 и обтесанный, наверное, костюм там же есть для вот этого... Он не сильно влияет. Не, говорят, он уже на 10 поднимает. Если я его одену, у меня 90 будет. Ну... И тогда, может быть, возможно, это обтесывание. Вот. Как 90 будет. Ну, посмотрим, да. Поэкспериментируем. В новом качестве. Ну. Нет, надо сейчас будет скоро... Блин. Камень куда-нибудь нужен? Вот этот вот 60 плюс. Да, на постройке надо тоже будет. Ну, 60 плюс. Он пойдет? Ну как? Улучшать его надо. Не, ну улучшать это и нету. Богомола нет, он там добывает. Барамса. Ну, Брамса этого. Брамсы этой. Мешочков этих нету. Они добывают долго там. Это нереально. Надо искать хорошее качество. Просто камень этот мешается, из-за чего... Может быть, на дорогу куда его, нет? Вообще нету барамса. Нет, ну там, может быть, есть штучек 200-250 наберется. Ну, это что, мелочь неприятно. Можно сделать. Так я тебе телегу подготовил, можешь ее переделать. Уже есть, да? Одна телега там стоит.
Набито. 85-ю сделал. Отлично. Ну. Буду писать. А где, на базе где-то у нас? Ну где? Мы куда подгоняли тебе там, на тех местах? А, понял. Где там одна эта каменная стоит, вот эта вот обтесалка. Вот. Я уже с утра сделал. Я уж... А сколько я? Хорошо. 7:30 зашел, ё-мо, по Москве. Я сегодня что-то рано встал. Меня кошка разбудила, гадина. Моя. У меня, знаешь как, ее хозяйка все время балует. Вот сейчас целую неделю, считай, нету хозяйки, то есть матери. Но... А я-то ее не балую, вот, ничем. Вот, я ей наложу утром, дам там вот эти вот, она баночки какие-то покупает, или пакетики покупает, их эти, типа вискоса. Вот. И она ими балует постоянно. Она как просит, все, надо дать ей чуть-чуть маленькую ложечку, эту чайную, даст, побалует ее. Вот. А я нет, проси, не проси, я ей сухой корм брошу и все. Он ешь, пока что не съешь, говорю, не дам. Вот. Не, ну колбасу даю. Колбасу даю, конечно, если сам режу себе колбасу, естественно, и маленький кусочек там колбасы отрезаешь, дашь. Или сосиски, или что-то еще. Раз хлеб резал, ё-моё, черный, вот дал, вот ей тоже частенько даю черного хлеба. Она черный хлеб ест хорошо. Мать не дает ни черный, ни белый хлеб, а я мне пофиг. Ешь. Ну, кошку в подъезде нашли. Видимо, наверное, кто-то снимал квартиру, да, и вот эту кошку выкинул. Она вся белая. Вот. То есть, и жалко стало ее. Вот. У нас была кошка, да, но она старая. Мы знали, что она скоро умрет. Вот. И она вот как раз еще, может быть, месяца 2-3, наверное, пожила с этой кошкой. Вот, с котенком. Тот, ну как, не котенок, там, наверное, месяца 4-5 было ему, наверное. Он такой, средненький. А сейчас все, подросла, хорошая, царапается, гадина. Нападает из угла на ноги прыгает, нападает, играет. Ну, царапается когтями. У нас вот старые кошки какие были, да, они не царапались, они как-то играли, то есть не царапали, они так аккуратно, без когтей. Вот, то есть они не доставали когти, типа такого что-то. Нежно так лапкой ударит и, ну, не поцарапает. А эта кошка, блин, прямо царапается. Злая кошка. Да, баги. А вот если живые люди, через сколько я их могу увидеть? Вот если там вдалеке, я, считай, их не увижу. Ходит там кто, не ходит, да? Да, в основном где-то за, не знаю, за метров 100 увидишь. Да? Прорисован. Вот это, честно, такой минус большой здесь. Вот мне очень это не нравится, потому что такое на близком расстоянии можно увидеть. Там, конечно, Не, ну здание-то я вижу, вот, а почему я людей... да. Ну, так игрой задумано. Типа, А, игрой так задумано? Или что-то надо настраивать, чтобы видеть? Не. Тут у всех одинаково. Всех один. Да, потому что ну, это, скорее всего, для баланса сделано, чтобы потом просто
сервер не падает. Понятно. Если ты издалека там будешь видеть, допустим, бой, да, и там увидишь издалека, ну, там, человек 300, все, это же компьютер ляжет. Если там, когда война идет и 100 человек, да, уже хватает с головой этого, этих 100 человек. А тут 300, там, ну, короче. Сделано для того, чтобы компьютер просто не лег. Значит, здание пусть будет, а это не будет, да? Да. Хитро придумано. Мне очень это не нравится на самом деле. Ну, типа, в той же самом расе ты там за километр этого человека увидишь. Уже можешь думать, ага, ты первого увидел, у тебя, значит, приоритет, ты можешь на него первый напасть, правильно? Потому что, ну, выбрать себе выгодную позицию, когда он будет в самом каком-то ослабленном месте. Вот. А тут получается, ну, такое. Раст, кстати, Раст обновился вчера. 5 гигов. Раст, я видел. DayZ, Раст, еще Challenge Hell, как-то так называется игра. Тоже 5 гигов что-то обновление вышло. Я еще не смотрел новости, надо посмотреть бы. Пока что народу на стриме вроде мало. Надо глянуть. В Расте нету обновления новостей. Вот. А вот... получается, у нас чисто стриминг, да? Почему? Или видео еще тоже какое-то дело? Нет, видео нет. Я, Влад, видео не делаю. У меня это не получается дело. Пробовал, не получается. Вот. Это хорошо получается, кто понимает в компьютерах хорошо и в разных программах. А я в программах-то не очень. Меня стримить-то научили уже мои подписчики. И все вот это вот настраивать по стриму, что там, как. Все мои подписчики научили меня. То есть через ТС, Ралкол, то есть как бы, ну естественно я видео какие-то смотрел, вот, в начале, а потом уже постепенно что-то ребята меняли, вот, какие-то вот вещи для компьютера тоже донатили, я вот брал деньги, но у меня вот 16 тысяч, я так и коплю, им лежит на компьютер новый. Вот. Я если оттуда беру, потом с пенсии туда-назад вкладываю. То есть там каждый месяц, если я беру там 5-6, да, взяла из той суммы, потом месяца 2 туда вкладываю по 1,5, по 2 тысячи. Когда как. Короче, местный банк. Да, это как бы вот на мечту собирается и собирается. Вот как она полная будет, так и будет отдельный системный блок, который будет только для канала. Если на стрима нету, вот, то значит он выключен. Если... Я тоже думал стримом заниматься, но, к сожалению... Не, это времени очень много надо. Вот меня 2 месяца я не стримил, видишь, сейчас народу сидит, но 10, 12 человек, 15 человек набирается. Вот смотри, сейчас я договорю, Влад, ну 15 человек у меня набирается. Вот в Архейдж там было 18 человек набиралось вроде бы. Вот, ну не больше этого. То есть, когда если ты начал канал, вот, если у тебя есть основная твоя, как бы, 30-40 человек уже поднимается, смотрит тебя, 50 человек, да, все, никаких отдыхов у тебя, каждый день ты должен 2-3 часа хотя бы стрима проводить, иначе эти зрители от тебя просто уходят, понимаешь, вот, то есть
потому что бывает такое, что ты набираешь стримы, да, вот у меня средний стрим, как бы изначально я вот шел 6 часов. 6 часов каждый день. То есть один стрим это 6 часов минимум. Вот. И я вот шел вот этот целый год, да, вот. И у меня добиралось, ну, максимум 45 зрителей, это как бы сидело 2-3 дня, могло сидеть. Вот. Ну, не больше этой планки. Вот. Понимаешь? Розыгрыши, вроде бы пробовали розыгрыши, и игры разыгрывали, и все, и все равно оно не влияет. Ну, подписчиков, ну, не знаю, вот игру разыгрывали, она стоила 2000, да, вот, то есть подписчиков мне эти 2000 принесли, ну, может быть, 10-15 человек. Но мы и не требовали, чтобы именно они подписывались на нас. И то есть такой розыгрыш был, что никакого, просто там загадку загадывали, и вот в чате люди общались, то есть и разгадывали эту загадку. Ключик у нас был. Ну, он и есть друг мой хороший. Вот, я ему звоню всегда, вот какие-то детали что-то купить для компьютера там, да, вот, улучшить, чтобы, вот. Я ему всегда звоню и это советую, чего, как лучше. У меня номер его есть, вот, ну, я не надоедаю, если он свободен, то... Да не, он всегда свободен, там отвечает, то есть подсказывает, не было такого. Фасолика. Друг хороший. Он вот мне оперативную память привез с братом. То есть такой. Побольше таких добрых людей. Все время попадаются нехорошие. Ну, это нормально. Нет, ну, душа радуется, что играет взрослое поколение. Ну, просто вот взять мою ситуацию, да, вот рассудить логически, вот, для меня. Или лежать на диване все время, как бы смотреть сериалы какие-нибудь, или телек там включить, пусть даже не интернет, да, а такой телевизор, да, и упереться в него, лежать и смотреть, сидеть, то есть... Вот, мне как-то это минус сразу, мне это надоест, ну, я думаю, дня через 3-4 это точно, вот, однозначно. Здесь тоже, вот в стриме я одно понял, что пользу я все-таки приношу, вот. Во-первых, вот взять игру Архидж, которую я стримил больше полгода, да, вот, взять. Сколько людей сэкономили свои реальные деньги, то есть научились за счет меня зарабатывать голд в игре, вот. То есть они видели, то есть вот эти вот даже каждый день там минимум 6 часов стрима, если поглядеть, и роликов там вроде бы 240, что ли, или 250 сделано, то есть вы представляете такое количество видео, сколько я сделал, и то есть это все в прямом эфире, и вот, и все как зарабатывать в игре, чтобы не донатить. Потому что я, естественно, я-то не могу донатить, вот. Также другая какая-то игра там тоже была, тоже такая тематика, что зачем донатить, если можно подождать там 2-3 месяца, в игре провести там 3-4 часа, и ты какие-то копеечки свои, как бы, пусть даже ты богатый, ладно, бокс. Зачем ты будешь в какую-то игру, ну, можно там вложить, там, ну, ладно, вот взять по Архижу, да, там трактор тебе надо,
в начале, этапном, а дальше уже развиваться и, то есть, получать какую-то прибыль. Вот. Ну, 2000 там он где-то тебе, может быть, и обойдется, и все такое. Ну, вот 2000 задонатил, и все. Вот. Ну, любая игра 2000, она и стоит как бы. Получается-то. В основном все игры. Вот. И уже там зарабатывать. Ну, знаю, не раскидываться. Вот, то есть не раскидывать свое, как бы, какой бы ты ни был богатый, ну, все-таки в пикселе вкладывать бабки, а смысл? Как же поддержать разработчиков? Не, а поддержать разработчиков, а вот, ну вот у нас взять Mail.ru, взять вот это вот Археич. Ну, люди поддерживали, да, донатили там и все такое. А им сейчас взяли, вообще все отрубили, людей практически на серверах нету. Куда-то сходить человеку надо, вот, людей не может набрать. Он вот сидит часа 2-3, он набирает себе пати. Разве это красиво? А раньше моментом, ну 10-15 минут и ты набираешь. Вот. То есть поддержать разработчиков, до какой степени их поддерживать? Если человек к ним заходит, да, на сервер, он оплачивает прем и оплачивает Сеоль. Это не важно, что он там купил жетоны, например, он не донатил, да, а купил чьи-то жетоны, кто может задонатить им. И также Сеоль, например, кто-то может задонатить и продать ее. Это не важно. Ну, деньги же вложены в игру, правильно? Вот. И теперь получается, вот этот донатер, который может донатить, да, он входит в игру, донатит в игру, да, а у него никто ничего не покупает, потому что люди все разбежались. Им невыгодно это делать. Вот. Понимаешь? Я не говорю про Архиш, я уже говорю в общем про ситуацию. Вот. А также и здесь взять вот эту вот игру. А смысл донатить в нее, если дальше-то ничего не производится? Естественно, они будут ее бросать и уходить. Я говорю за игру, которую ничего не производится. Наоборот, за ту игру, которая вот действительно, ну, крутая. Ну, вот, например, допустим, да. Арк вот взять. Вот Арк взять. Вот. Атлас взять. Вот они, два проекта, они все-таки как-то движутся. То есть Тама, они что-то добавляют постоянно новое. То есть каждая неделя что-то новое появляется. Маленькое, но появляется. Донатят денежку и за эти добавления они зарабатывают тогда на этом все. Нет, они это делают бесплатно, то есть патчи, вот эти вот все. DLC, не, ну DLC выходят, но они не каждую неделю выходят-то, они там выходят 3-4 месяца пройдет, а то и полгода. Разработчикам же платить деньги надо, зарплату? Ну, надо, конечно. Ну, а за что зарплата выходит? За донаты? Но там донатов нету, то есть там такого, мне кажется... Ну, хорошо, это просто такие игры, например, даже взять тот же самый, ну, сейчас, что у нас такое есть? Да тот же самый, например, Rust, да, ну, то есть человек покупает игру, да, купил, но при этом после того, как он купил игру, он же еще может там и внутри задонатить, и то задонатить просто косметически. Многие люди это делают. Но это вопрос, зачем? Ну да, вот взять Алоду онлайн я когда-то играл, да, давно уже. Косметические. Там руны, чтобы сделать, косметические цены. То есть почку надо продать, чтобы у тебя все в круг руны были там 13-е. И то не хватит. Там одна руна вроде бы 1 000 000 рублей, что ли, стоит ее. Да, есть такие игры, которые жестокий донат ее.
Есть, вот мне нравится большинство игр, которые очень правильно сбалансированы в плане доната и в плане того, что то есть человек, который зашел и не хочет донатить специально, он может играть так же само, как и человек, который донатит. Вот эти игры, я за них, честно, больше всего топлю, потому что это, считаю, очень правильно и вообще Ну да, да, да. разработчики делают таким образом, что если донатер, по сути, ну, не особо там получит какой-то приоритет, как человек, который не донатит, то, ну, для меня такие игры, я считаю, это Не, он приоритет получает, профессионалы, понимаешь? красавчики. Если в игре не будет такого заложено, что человек может играть без доната, да, вот. То есть, возможно это играть, просто какое-то время ему надо подольше посидеть, чтобы догнать тот человек, который донатит. Вот. Если такого не будет в игре, я думаю, что и донаты исчезнут. То есть, он задонатил, вот, но он должен продать и провести это, чтобы в голде у него сидело. Вот, например, взять вот Археч, там форму, чтобы улучшить, ему же голд нужен, правильно? Вот, ну ладно, он купил там жетонов и сиоли. Это основное в игре, что нужно. Примак оплачивать и сиоли покупать. Вот он задонатил там столько-то, столько-то, выкидывает эти жетоны на АУК, вот, или сиоли. Но кто купит, если которые не донатят, им невыгодно в это сидеть, вот зарабатывать на эти два жетончика, которые он купил на АУКе, и купил сиольку. То и на то получать. Правильно же? Он не будет сидеть такое. Он прибыль себе никакой не имеет, чтобы поучаствовать и в акциях каких-то, правильно? И все такое. Нету такого там. Сейчас вот в данный момент, то есть тяжело это делать. Хорошо, возьмем, например, тот же самый Life is Strange. Но, По сути, здесь же приоритетов нет никаких. но я тут игру не знаю. Ну, здесь донат просто косметический. Тут можно поменять единственное, скины на оружие, скины на одежду, просто скины на это. Хорошо, есть единственный, ну, наверное, момент такой, где дают тебе большущий плюс, это премиум. Да. Премиум это единственный нюанс. Ну, он приоритета особо большого не дает. Просто человек, ну, выкачивается немножко быстрее, чем человек, который без премиума. Хорошо, ладно, еще торговка, я не спорю. Ну, торговка. То есть, ну, торговка там, ну, это такое, ну, по мелочи, как бы. Не особо оно, скажем так, влияет. И не особо есть разница между человеком, который играет без премиума, и человеком, который играет с премиумом. То есть я вот брал 2 месяца премиума, да, например. Ну да, я быстрее выкачался, и вот я докачался, мне, допустим, премиум уже нет. Я мог бы его не брать, и я бы до этого времени тоже, в принципе, докачался. Чуть-чуть, может, больше я бы это делал. Все. Не 2 месяца, а побольше 4 месяца. Да, ну то есть вот эти навыки и все остальное. Единственное, самый такой большущий жирный плюс премиум, то что он может качать 2 навыка одновременно. И то, если у тебя есть опыт, то есть надо все равно в игру заходить. Ну, короче, то есть здесь не особо так и, скажем так, это... Он нужен этот... Нет, ну тебе, как главе гильдии или клана какого, тебе нужен примак. По-любому. У тебя же там сколько-то дополнительно клеточек тогда закроется. Каких клеточек? Ну вот, там вот, смотри, я вот в примаке, как этот открыть магазин-то? Я забыл. А, ты за бесплатный типа клайм, который ставится? Ну я не знаю, подожди. Да? Подожди. Сейчас я магазин открою. Подожди, я тебе скажу, как там. Это не то. 150 что-то до 150 клеточек. Что-то такое. Ну, так это если ты ставишь на... Короче, если ты ставишь на личном
Это надо ставить... Вот, на смотри, до 150 ячеек земли, вот. Там еще в этих квадратах. Как это строится на личном плане? У нас же клановый, а не личный. Это же не мой личный, я поставил... Частные собственности бесплатно. Вот. Вот. А у нас какая собственность? Клановая или частная? Клановая. Ну, То есть это тебе не входит, да? То есть и глава гильдии может и без примака сидеть, да? конечно. Я сейчас и сижу без примака. Нет, я просто спросил, интересуюсь. Да, ну, оно не влияет. Нет. Не влияет. То есть добавок никаких вам не дается. Ну, я же говорю, поэтому премиум особо, ну, такое, не сказал бы, что это там... Она Такая только... вещь, которая может прям... Страховка смертей еще есть там, да? Ну, такое тоже. Мелочь, ну. Не особо тоже оно прям там выручит. Все равно он потратит там. Крутит. Ты там ну, пойдет на 1, на 2. Короче, то тоже мелочь. Я тоже смотрел. Думал сначала, о, классно, классно. Потом на войну сходил, понял, что... Чего? Что это мелочи, да? Что, блин, что бери его, же не бери, нету разницы. Тоже тебя там раз 20 убьют, а там страховка всего лишь на раз 5. Ну, какой смысл? Не, ну там отдельно можешь покупать страховки. Там 10 страховок, сколько-то рублей стоит. Что-то там пишут. Болталки, что ли. Так, ладно, пошел заварю чаечек. По вторнику, в принципе, будут готов с тобой ходить. Сегодня к 19 на войну. Кончается Боец. рейнджер. Боец невидимого фронта готов на войну идти. А это вояка, да? Да, не до вояка. Вояка. Будущий вояка, я бы так сказал. Будущий? Если прокачался, то я знаю, что он меня сейчас слышит, этот вояка, потому что мы на стриме сидим. То есть он докачается и будет воякой, да? Ну, теория, практика. Такая фраза. Пускай научится еще практике воевать. Так, Влад, я еще хотел вопрос задать. Клан... Дай мне круассаны сделать сейчас. Будем разговаривать хоть еще час. Не надо круассан, надо худеть. Круассаны это разжиреешь. Шпионы. Влад, иди в пень. Я же говорю, вояка нас слышит. Я прослушал. Иди в пень. Нет, если вот зайдет Максимка, который цыганенок, ё-моё, у меня играл в Архейдж, вот он, наверное, придет в эту игру играть, тоже такой. Вот, я надеюсь, что его примут в план. Да возьму, конечно. Там, кстати, вот вчера мне писал какой-то человек,
Блин, а еще кто-то стримит. Тезка Гранита. Кто-то еще стримит. Кипер Валера, вот. Знаешь такого? Слышь, что говорю? Вон еще один стримит там Гранит. Что-то тезка Гранита. В смысле? Ну не знаю, у него там картинка включена и все. Он походу ушел, наверное. Забросил. Там 5 человек сидит у него. Канал 41 подписчик, новый канал. Егослав какой-то. Да, сидит. А он вроде бы без этой, ну это, гранит чешет, мне кажется. Или он в одиночке играет, что-то непонятно. Бессмертный гусар. Заканчиваем замок и долгожданные войны впереди. Написано так. Видел, Влад? Угу. Вижу. Я просто как бы у меня вот золотое правило, я когда стримлю, каждый час стараюсь проверять по YouTube, кто-нибудь еще стримит или не стримит. Вот. Вот. То, что я один эту игру стримлю или еще кто-то стримит. Вот. И вот сейчас два только кто стримит, вот тот человек и я. То есть я стараюсь поглядывать. Ну, может быть, 2 часа проходит стрима. Вот. Тоже мучается с писанием гранита. Только какое там качество у него, я не знаю. Что он там. Такое. А вот все-таки в эту игру, вот вчера уже, вот действительно, после 9 часов уже рука болит. Вот. То есть я уже заметил то, что все-таки все равно в эту игру, ну, часов 6-8 можно играть, но не дольше. Вот, по крайней мере, мне. Потому что рука начинает болеть. У меня рука правая, она ранение было. Вот. То есть и начинает болеть от мышки все-таки. Вот. И то есть вот эта вот как бы игра, она сделана, ну я думаю, если такие какие серьезные болезни к мышке ближе, то я думаю, долго не надо сидеть. Наверное, 3-4 часа и больше нежелательно мучить себя. Вот. Ну, игра-то интересная. Лучше менять. То есть, чтобы не мышкой пользоваться, а еще вот Е буквы можно. А можно заменить вообще, дополнительно сделать не только мышкой, а на букву какую-то назначить, чтобы левой рукой нажимать на клавиатуре. Можно такое настроить, нет?
плане не понял. Ну вот действие ты обычно, вот когда бьешь камень, ты нажимаешь левую кнопку мыши, правильно? Вот. А можно... На букву Е, еще раз говорю, на букву Е, английскую, У наш. А камера вот эта вот, чтобы не крутить мышкой, можно сделать как-то, чтобы не мышкой была? Камеру крутить-то не, такого нет. Вот, видишь, здесь вот недоработана вот эта вот камера. То есть приходится крутить все равно мышкой. Вот. Камера вот эта вот недоработана из-за этого. Долбить ладно, а вот камера у них здесь, конечно, так недоработана. В игре. О, сказал про другого стримера, все сбежали туда. Заканчивают замок. Пошли на замок смотреть. Сходил в гости дядь Саша, ёбать. Всех своих зрителей туда угнал. Я что говорил по поводу этого всего, потому что у меня вот на канале, например, да, я вот стримами не занимался, но я занимался видео. И, ну, контент довольно-таки качественный был, правда, не по Life is Fatal, а по другой игре, там, по Star City. Да я понял, то, что меня тоже просили, то есть, когда я вот в Архейдже играл, да, тоже часто просили на стрим, где Саш, ну сделай, ё-моё, пожалуйста, подробное такое, ну минут 20-30 какой-то гайдик. Вот. Ну не получается у меня, вот честно, Влад. Я бы с удовольствием этим занялся, да, это интересная, то есть тоже тематика для канала, не только стримы проводить. Мне легче стрим провести там 10 часов, 14 часов, чем это, вот эти вот гайдами, то есть заниматься. Мне не получается. Вот чё. Там как-то надо сидеть вот в этой вот программе специально, выкручивать их и все. Монтажом заниматься. Да, монтажом, а это не. Ну, что надо уметь делать. Да, это надо уметь, и если уж, чтобы красивый у тебя гайд получился, это не мое. Я и так еле-еле научился пользоваться компьютером-то, а это вообще там еще и программы, блин, какие-то дополнительные. Тут с Windows-то еще непонятно, а их и так вот. Сколько тебе лет, если не секрет? 43. Ты у нас не самый старший еще. Что думал, постарше. Не, я не старый, я просто старый из-за того, что вот в жизни там кое-что произошло, и из-за этого получилась такая фигня. А здесь 47. Ну, видишь. Тоже Саша, кстати. Ну, видишь. Стоп, не Саша, а Антон. Дядька Антон. Ну, вот, видишь. Нет, ну, тут понимаешь суть. Я вот инвалид, то есть такое, понимаешь. Все. Как бы... Ну, инвалид, не инвалид, но на этом жизнь не заканчивается, правильно? Ну да. Нет, жизнь, она куда она кончится? Вон и друзья есть. Я То есть... понимаю ситуацию, потому что я, можно сказать, тоже инвалид.
Ну, вот Я видишь. просто не хочу этого подтверждать. Но... Ну, видишь, то есть, и получается, Ну, я имею в виду что... официальная бумажка, не хочу это подтверждать, скажем так. Ну да, каждого есть свое желание. Хочешь это делать, не хочешь. Ну, у меня... Я знаю, что мою ситуацию можно, ну, исправить чуть-чуть, да, но не так. Ну, в моей ситуации надо было делать эту инвалидность. Потому что это, во-первых, лекарства бесплатные и все такое. То есть, Ну, если в этом плане. да, то есть много льгот там, по крайней Мне почему мере, это не нужно делать, потому что я это... из-за этого и делал инвалидность А эту. мне То... наоборот нельзя этого делать, потому что если это сделаю, потеряю много приоритетов в военной сфере, скажем так. Ну, естественно, да. Ты сразу теряешь Военные все. нужны какие там, Да ты... здоровые, Ну да, да, да. Ты все там потеряешь. Там... И поэтому я не собираюсь терять. Я говорю, что я тоже здоров. А меня комиссия туда не пропускает. Меня Даже, тоже даже инвалидности не пропускает, было, но и комиссия не пустит. меня тоже как бы не пропускала, но пропустил. В нашей Повезло. стране из денег можно все сделать. Ну, повезло тебе. Просто это хорошая, добрая комиссия попалась. Не. Да Комиссия ладно, обычная, нет, просто ё-моё. есть хорошие люди, которые могут, скажем так, Понять. посодействовать Да, комиссию. да. Некоторые косят от армии, я наоборот. Не, я тоже хотел, но мне не получится. У меня рука вот равнение, то есть рука это однозначно, она тем более правая. Не, в армии назад. Ни один врач меня бы не пропустил. Да и я там бесполезен был бы, если в нужный момент и мог бы подвести многих людей. Не стоит. А сидеть где-то в штабе там или на это, нет, я не хочу. Не очень этого хочется. Если уже вот дома даже, вот она же, рука начинает побаливать, если долго сидишь что-то, делаешь, и она, то есть, вот уже причина, то есть, не пустит. Ну ничего, живем. Все правильно, не надо отчаиваться. Вот, не теряемся. Друзья есть, то есть они никуда не делись. То есть если надо помощь какая, они помогают. То есть и деньгами, и если что-то еще там надо, они всегда на помощь приходят. На то оно... Друзья, семья, тут есть для чего еще жить. Вот только семьи. Ну, семьи это сам, конечно, виноват. То, что раньше не создавал, не делал себе семью нормально, не заводил. Вот. Это сам уже. Ну, а сейчас... Ну, может быть, еще все впереди, кто ее знает. Люди И не потеряно еще. 50 и в 60 находят свое второе счастье. Вот. Так что, кто ее знает, что там впереди будет. Вот. Я помню первую... Есть такая фразочка, сейчас секунду вспомню, что там. Если есть хуяк, моряк, стояк, то все хорошо. Ну да, типа такого. Вот. Это... Как ее... Я когда начал пенсию получать, я первую пенсию получил, если не забуду,
360, что ли, рублей. Ну, короче, около 400 рублей. Вот. Сейчас она у меня 12 тысяч выходит. Понимаешь? То есть, видишь, за какие-то года разница от пенсии. Ну, да, неплохо. То есть, выросла. Ну и, конечно, продукты тогда были. Тогда сигареты были, другая цена совершенно. То есть... Я, в принципе, тут дотесываю. Сейчас вот эту телегу дотесываю, поехал поработал. Посмотрю, чем я Там объединяюсь. дерево, говорят, какое-то вывозить надо. Всего не говорили. Я занимался, конечно. Не, я лучше здесь копать буду. Я хотел туда идти помогать. Я думаю, а кто копать будет? Никого здесь нету. Надо же искать. Я думаю, может уже и, наверное, надо перевозить вот это, что дядька Сашка ты накопал, да? Потихонечку перевозить сюда, где у нас... Нет, лучше, если перевозить, тогда туда, вовнутрь, к нам, на ту кучу, да? Я за это я говорю. А смысл перевозить? Я лучше еще буду копать, в телегу складывать и туда возить. Да, это... Вот, потому что надо докопаться до большого уровня, чтобы гранит найти. Вот, если он здесь есть, сказали, то значит надо искать его, раскапываться, и все. Его просто этот гранит, как бы, туда возить на кучу, можно привезти туда, ну, он, блин, вот раньше, что ты молчал, лучше бы 70-й возил бы, чем этот-то. 70 плюс был, вот там можно было бы туда много отвезти, он ниже вот лежит, а сверху, я считаю, сейчас 67, 65 кидают, то есть есть разница. Опять это много достаточно. Нет, давай туда лучше будем возить, я пока что копаю, как 70 есть, тогда лучше туда возить. Вот это вот будет оптимально. То есть у тебя, Влад, потом, если ты улучшать также до 85-го, то есть у тебя надо будет 15 штучек на 200. То есть вот даже можешь посчитать, сколько тебе надо. Как лучше будет, все правильно. Вот, понимаешь, то есть вроде бы там экономия маленькая, ну она-то большая. Вот сейчас 65, не уж ты его туда везти. Зачем? Здесь можно порыть. Но мне кажется, туда рыть нет смысла. Мне кажется, надо вот здесь вот вниз опять уходить. И я думаю, что там, наверное, будет. Еще ниже копать. Вот. Ну, потом вот эти вот как бы камни мы... А камень не нужен нам? 60 плюс. Ну, камень вообще надо, но надо хороший тут. 85. Тоже 85 надо, да? Да, улучшать надо. Не, а может быть куда-то на дорогу сыпать или что-нибудь такое? Да, на дорогу там можно и первый даже. Нет, ну его просто надо сейчас вот куда-то вывести бы желательно, не в эту же кучу бросать камень. Вот. Нет, конечно, не. Вот, у меня здесь есть 60 плюс камень. Вот, его просто убрать, я боюсь, что за этим камнем может быть гранит хороший. Вот. Потому что если сейчас я вниз начну рыть, еще ниже, мы потом этот камень не сможем достать. А там может быть камень еще хуже, чем этот. Понимаешь? Вот чего. Вот тут вот 64 идет, можно убрать. Считай. Вот эти две стенки тоже. Сейчас посмотрим, какие Я они. что-то не понял, вот соседние видео, где ребята играют, это Life is Hot ММО или обычные? Что мне очень интересно, как это он чешет без тесалки гранит. Так ты ему задай вопрос. Влад.
Ты ему задай вопрос. Сейчас. Как он это делает? Без тесалки гранит. Я что-то тоже не могу. Сейчас я, конечно, хочу проверить. Не знаю, нет, вон. Даже если киркой, тут только кабель для требуша. Да. Ты у него спроси, без тесалки, как он делает. Значит, он не Очень маму. интересно. А? Мне вот тоже интересно, как он это делает. Ну, он спроси. Ну. Вот по камню, я тебе говорю, вот эти вот можно две считаем. Мы их просто потом, эти камни, они будут просто наверху висеть. Мы, кажется, их не сможем вырыть. Тоже вот 65-й есть, можно бы вырыть. Вот. Они здесь не нужны. Ну, 64-й, а за ними может быть и крупный. Вот эти бы убрать. Вот я сейчас вот здесь вот, а вот здесь вот у меня какая? Подожди. 60. А что такое Бреак Реинфорсе? Что это такое? Это укрепление, наверное, снять, что ли, да? Наверное. Вот смотри, внизу укрепление стен, а чуть-чуть повыше какое-то по-иностранному написано. Бреак Реинфорсе. Ну-ка, сейчас переведу. Через переводчик. Да, это не этот. Это не ММОшка они играют. Они играют в вьюшку. Да, ты видишь. Ну что думаю, как же это так, писалки нет, он что же это... Бреак. Это ломать. Бреак это ломать. Брейк. Господи, бреак. Ну, я по-латински читаю. Брейк Reinforces, наверное. Да. Ну, сломать. Обрушить, типа. Брейк Reinforce это обрушить шахту. Перерыв усиливает. Что-то такое. Это обрушить шахту. То есть как это обрушить? Это он разломает его или что? Что это означает-то? Я так и не понял. Что она дает-то? Стоп. Брейк Reinforce это усилить доступ. Как понять усилить доступ? Ну, чтобы шахта не обрушалась и улучшает там доступ. Это улучшить, да? Наверное, Ну-ка я попробую. Я сейчас попробую. Что это такое вообще? Ну, не знаю, мне кажется. Я думаю, не убьет меня, а? Главное коллапс. Вот, коллапс. Коллапс это... Нет, это я снял эти укрепления, ё-моё. Брейк Reinforce снять укрепление? Да, это снимает укрепление. Вот исчезли, здесь укреплено было, и это исчезло.
Мариша, приветик, приветик. Ждите судного часу. Мы идем к вам. Вы будете жалеть, что ваша маман вас родила. Ну, солнце еще высоко, да, Нигер. До свидания. Не хочу я тебя видеть в этом чате. Больше ты не зайдешь. Вчера от тебя боялись вроде бы. Ну, приходи в гости. Приходи в гости, ладно. Больше ты в чате не появишься, это точно. Приходи, если хочешь взять у нас побольше украсть, бери несколько телег, потому что не вместишься в карман. Да, там побольше народу, Нигер. Давай, приходи в баню. В баню я тебя отправил. Там парься с веником. Там много уже людей собралось. О. Второй день дядь Саша тут в чате разводит балаган. Придет грабить нас. Ну, придешь, давай, приходи. Пожелаем ему только удачи. Да. Короче, эта штука, это разбирает. Это нельзя мне было нажимать. Ну ладно. Тёма придет укрепит. Мне пока что хорошо не прокачано, чтобы получше укреплять. Если что. Тёма придет укрепит. Ну, я зато узнал, что это такое. Яндекс не так перевел. Яндекс вообще мне это все перевел. Он перерыв усиливает на русский, то есть с английского на русский перевел. Перерыв усиливает. Яндекс так перевел мне. Ну, вел я правильно это слово, все правильно. Как у них написано. Брейк, ну да, и все правильно. И на фор. Да, все правильно, как здесь написано, я перевел через переводчик и написала пипец, ё-моё. Слово переводит, ё-моё. Мариша вот пришла. О, видишь, как перевел слово? Там он я в чате написал. Пипец. Переводчик. Я сейчас в балаболке скину. По-английски как написано, да? И его перевод. Это Яндекс мне так перевел. О, представляешь? А это переводится, по идее, делается в игре совершенно другое. Вот. То есть оно как бы, если так переводить, это разбирается. То есть разбор, наверное, укреплений. Получается, что-то такое должно было быть. Так, где ж мне копать-то, интересно? Чё оно такое черное все стало? Так что к нам скоро гости пожалуют, это хорошо. Хоть веселее. А я и жду сегодня. Сегодня день такой, что как бы сегодня пятница, как раз люди вечером немножко напьются. Вот. Нет, я думаю, что я уже исчезну, потому что я рассчитываю сегодня в 9 часов уже не играть. По Москве. Не, ну могут в часов 7 где-то прийти, еще застать меня. Вот. Прийти немножко поколотить. Пьяные дядьки. Пьяные дядьки. Ну, у меня здесь лучники есть хорошие. Там на высоте смотрят, наблюдают. Пусть приходит. Приходи, приходи, Нигер.
Но зато ты теперь в бане. Будешь сидеть, наблюдать. Все, Влад ушел, авк. Так, надо зайти на эту, как ее, пускай этот стоит тут, а пойду-ка я на основу. Ой, не основу, а на твина. На деваху пойду. О, на деваху пойду. Потому что здесь опыта уже достаточно. А там опыта надо качать. Пойду-ка я на деваху. Этими вещами может и деваха заниматься. Правда, она поменьше таскает, но ничего. Ее надо покачать, опыта побольше. Деваху. Вот еще надо два завести. Строителя завести, да? И завести этого, как его, чтобы руду плавил. Вот. Я думаю. Потому что у меня горняк есть, чтобы руду. Потом лесника надо будет. Для строителя нужен будет дерево. О, лесника. Это третий уже будет так. Кузнечный у нас. Ты литейчик, наверное, нет? Сейчас посмотрим. Сейчас загрузится. Было бы здорово. Блин, не то нажал. Вот, да. Потом ковка идет. Оружейник. Ковка, да. А кузнец где? Это и есть, наверное, кузнец, да? Это горняк. Ничего не понимаю. Это лесник. Правильно? Это и есть кузнец, да? Правильно? Читер. Заходи еще, нигер. Заходи еще, маман.
Почему система не включается? Говорит, надо искать, где большой гранит. А может, у нас вот здесь гранит большой, а? Ну-ка, дай-ка посмотрю. Пойду-ка скажу. Десятый. 20-й. Нет, тут гранит фигня. 19-й. 19-й. Нет, тут фигня гранит. Вон там может быть. Двадцать восьмой. Не, это слабый. Что-нибудь 75, если. Вот тогда есть резон рыть там. Это 100%. Это 100%. Тогда есть смысл рыть. А это вот зона наша. О, вот сюда можно было бы кучку гранита завозить. Накидывать. Ох, там какая куча уже у дяди Саши. О, вот это вот какой гранит? Ну-ка, сейчас проверим. О, 57-й. Я там начинал, вроде такой же был. 64-й. Здесь уже что-то. А это что такое за куча? Снег, что ли? Снег 69-го качества. Вот это да. А вон там пониже. Ну-ка, сейчас я пойду подскажу. Там враг, наверное. А, ну да, там вражеская территория. Там вражеская территория идет. Там вражеская территория. Это вон союзников там, походу, наших. Это там не враг, а союзники наши, вроде бы, как бы. Еще пока что не знаю. Но вот здесь вот эта вот стенка наша. Дядька Сашка, я поехал на работу. Давай, я тут хочу пониже спуститься, посмотреть, а там что за гранит. Да, ну смотри, что в зонах наших было. Ну да. А это вот, смотри, вот смотри, напротив прям наши, как бы, вот где мельница, да, где мельница, это враг, да? Как? Так что ли получается? Это не враг, американцы, просто пока они американцы, это не враг. Нейтралитет. Это американцы, это значит, если желтая такая она как бы выходит, то это кто? Это
Американцы. Да, 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 это все. Ну вот у них здесь, наверное, и хороший как раз гранит. Сейчас я проверю, ё. Пойду-ка. Что у меня искать медь? Я сейчас посмотрю, здесь у них гранит. Не, у них здесь первая почва какая-то. Так, ладно тогда, я погнал. Давай, 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 иди. Не, здесь слабо, 22-й. Это точно не то. А вот наш, там вот какая-то кучка валяется. Может быть, мне ниже взять, вот здесь вот копать, это же наша территория. Может быть, вот здесь копать, а не там. Здесь, может быть, он и глубже будет, и это, может быть, он получше. Ой, 12-й. Не, на такой спускаться не стоит. Восьмой, ё-моё. Да. Второй. Это, наверное, насыпали ребята, скорее всего. До этого же была шахта, видимо. Восьмой. Четвертый. Не, это не то. Не то. Подальше посмотрим. Пятнадцатый. 13. Не, это не то. Такое нам хозяйство не нужно. Что-то мне кажется, волки воют. Сейчас нарвусь на волков, блин. Эта территория уже нейтральна. О, волки, волки. Воют где-то волки. Это что, можжевельник? Зрелый можжевельник. Вы оцениваете качество содержания. Пустой. Пустой можжевельник. А вон там что-то горит, ё-моё. Вон что-то горит. Вон горит что-то. Сильно-сильно так горит. Пойдем посмотрим. Сейчас немножко передохнет рука. Вон горит, горит что-то. Вон горит. Чуть такой там горит. Пойдем глянем. Здесь нейтральная территория, походу. Пойдем глянем. Мне даже интересно. О, пенечек. А я его даже выкопать не могу. Изучить только могу.
Выкупить село поставь. О. Одна кора, одна ветка тут. А тут кто-то дорогу проложил. Кто-то дорогу вот простроил. Дорогу куда-то проложили. Сейчас меня волчары какие-нибудь сожрут, блин. Вон там какие-то здания вроде бы. Прикольно. Так, я и хотел посмотреть. О, блин, а яблок-то у меня нету. Я хотел покрафтить силки. Попробовать поставить. Что я буду ловить? Яблочек у меня нету. Здесь набрать негде яблочек. Плохо. Плохо. Вот тут вот гранит, да. Может быть, здесь вот хороший гранит. Сейчас посмотрим, глянем сейчас. Мне кажется, здесь скидывали оттуда сюда. Наверное, эта гора, она так и появилась. Может быть. Вот здесь это мое, я скидывал оттуда на 60 плюс. Ух ты, 6-й. Тридцать первый. Странно даже. Я же скидывал там 60-й. Не меньше, 54-й. Значит, она через гору прошла и уже качество теряет, что ли? Или это лучше горняком искать? Да, 22-й. 22-й это не ахти. А-а-а. 23-й. Выносливости не хватает и чтобы такое количество проползти. Ладно, пойдем работать, ну я нафиг. Не, может быть вниз там просто рыть. Вот. Вниз рыть. Тогда, может, доберусь до хорошего качества. Ладно, посмотрим. Попозже. Посмотрим.
Сейчас еще покопаем, уже когда негде копать будет. Тогда вниз будем уходить. Ağzı çaldan beri gözüm kartım kalsın kır. Ağzı çaldan beri gözüm kartım kalsın kır. О, помолился. Вы получили очко. Бог услышал вашу молитву. Ваша карма улучшилась на 0,54. Вы получили вторичного опыта. Ваша характеристика. Понятно. Что ничего не понятно. О. Сумку что-то нажимается не с первого раза. Странно как-то. Бред какой-то.
Да что ж ты не сыпешь-то, а? Еще не сыпет. Пипец. Что за фигня? А вот здесь будет сыпать? Тоже нет. О, сыпет. Надо выходить вот на эту штуку. Ага. Тогда может сыпать. А, ёшки. Ёшки. Так, вот на эту штуку, да? Вот на эту штуку. Туда не сыпет почему-то. Странно. Че сюда все время просит, блин, ведь же там не высыпается. Вот здесь будет высыпаться? О, высыпается. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
А ты гадина, а? Не высыпай. Ну почему, блин? Вот ямка вроде бы. Да? Почему ты не сыпешь, а? О, сыпет. Зависла. Собака. Зависла. Пара-пара-пара. Сволочь. Не хочет сыпать. Только на эту горку заходить. Тоже нельзя. Тоже нельзя. На дорогу сыпать начинает. Почему вот сюда нельзя сыпать? Вижу, здесь ямка получается. Почему она не может? Гадина такая.
Все, до кирпича докопался. Вот гадина, а. Дай кирпич нам. 85-й, а? 63-й. А этот 64-й. Все, здесь одни камни. То есть вот надо камень выбирать. То есть куда-то его использовать. Все, здесь одни камни, здесь никак не прокопаюсь. Вот тогда туда. Вперед туда. Гранит. Если здесь до камня дойду, буду вот здесь вот как-то низ копать. Низ, а потом вот так вот оттуда сюда. Посмотрим. Просто вот этот камень, это жалко. Он нам нужен будет явно. Камень-то. Надо как-то вниз начать копать. Как-то еще ниже попробовать. А подожди, а вот если отступить, да? Да ё-моё. Не можем. Почему не можем? Нельзя. Как это так? Почему нельзя-то? И здесь нельзя. И здесь нельзя. Почему? Непонятно. Странно. Нифига, почему такое-то? Странно. Почему такое? О, сила воли качается. Сила воли качается. Сейчас посмотрим еще. Тут сила и телосложение качается. Ну, я все это по 30 сделаю, больше не надо. Пока что. Потом посмотрим. Странно, как ты это сделала. Все.
А здесь можно. Ну мне-то в ту сторону-то не надо, мне лучше вон к тем. Ну почему? Чушь какая-то. Почему вот здесь вот выровнять-то? Я только понизить и насыпать могу. Может быть, это надо продвинутому кому? Использовать. Понятно. Выровнять. Вот, тогда ремесло надо качать. Выровнять. Вон чё. Понятно. Ремесло надо качать. Надо будет на 30, тогда я выровнять смогу. Уклоны. Уклон работы по полированию. Позволяет находить редкие минералы в земле. Понятно. Вот почему я мучаюсь. Понятно. Тогда будем здесь сыпать. Все, гранит кончился. Блин, туда. Ну почему туда нельзя? Может оно и можно? Надо это, горняком мне будет выровнять тут и все. Я, может быть, тогда и это смогу выравнивать нормально и этим кидать. Так, я вот там копал. Заблудился в этой шахте. Дядь Саша уже заблудился в этой шахте. Дядь Саша заблудился в этой шахте. Да, хитро придумано. Видишь, здесь нельзя. Но почему? На горе можно, а здесь нельзя. Странно. Ну почему? Собака не хочет сыпать. Постройка, то есть вот эти, которые внизу. Понятно. То есть постройка это не дает сыпать.
А, понятно. Понятно. То чтобы ее не засыпать. Получается так. Понятно. То есть надо заходить на эту постройку чуть-чуть или правее, или левее, видимо. Между этими постройками, наверное, можно сыпать. Наверное, скорее всего. Сейчас попробуем. Сейчас. Вот третья кучка. Вот она, наверное, как раз. И туда можно сыпать. Вот так можно сыпать. То есть вот здесь, наверное, можно будет сыпать. Сейчас попробуем. То есть он достает. Вижу, здесь даже нельзя. То есть можно сыпать или там, или там. Вот она постройка. Между ними вроде проход есть. То есть вот так вот здесь вот сыпать можно, наверное. Получается. И куда это все уходит? Мне кажется, это в пропасть уходит. Туда, вниз куда-то. Что-то ничего не поднимается. Понятно. Видимо, под землю уходит куда-то, и это... Понятно, понятно. Где-то когда-то там, видимо, у них же здесь шахта была, видимо, там шахта была, там место земли, наверное, и вот туда под низ как-то она просачивается, то есть такое, наверное, скорее всего. Тогда будем здесь сыпать. А то все это теряется, вниз куда-то уходит. Вон здесь видно, что вон поднимается они. Сюда. Сейчас потом я зайду горняком своим. У меня там эта фигня выравнивать прокачек. Я попробую. Вот и будет он интересно выравнивать, у кого прокачано. Это не прокачано. Это я травником хочу сделать. Лекарем и травником. Просто скапливается, да? Спасибо, Валер. Просто скапливается. Понятно. Спасибо. Добрый человек подсказал. Дядя Саша. Я учусь новому. Юшку эту уже прошли, считай. Ну как прошли? Конечно, не прошли, но там не интересно, здесь интереснее. Здесь больше возможностей. Добавление, больше обновлений.
Клан вроде бы хороший, то есть такое. Люди есть, люди в онлайне, то есть не пустое, ничего, то есть нормально. Не один. Просто все работают там. Кто на шахтах, кто чего, блин. Вон, я сейчас смотрю. Двое на строительстве где-то. Кузнец в онлайне. Но в сети. Вон плотник. Плотники сидят. Бойцы сидят, только ждут. 3 бойцов сидит. Только ждут, когда к нам гости придут. Нигер, ты где? Я ждать устал. Ты только в чате можешь взять Сашей. Нехорошие слова писать, а? Только в чате можешь. Ну его... Обычно так бывает. Пацан сказал, пацан сделал, да? То есть вчера сказал, но ничего не сделал. Вот. Уже после вчерашнего сутки, наверное, прошли больше. Вот. Даже не ответил. Другие вопросы ему задавали, а он промолчал в чате. Ничего не ответил. То есть слегся. Почему? Сервер написано. Валер. Сервер написано и гильдия известна. То есть найти... Ну, по серверу-то можно найти. Как-то так. Тут же такого же 126-го 10 штук нету, правильно? Сервер-то написан. Вот. Приблизительно, где я нахожусь. Тут уже можно не с первого стрима и понять, куда это идти и чего. Тут и без карты найдут. Да, Валер, вот я про это и говорю. Вот. Языком товарищи умеют трещать, а на деле ничего не умеют. В чате ради красного словца, ради красного словца, да, покричать они умеют. А вот в деле себя показать не умеют. Вот такие дела.
Как не маленький? Разве? Большой, да? Валер, разве большой сервер-то? Мне кажется, не. Маленький, наверное. Не, я думаю, кто эту игру хорошо знает, и если он вояка такой крутой, я думаю, он по-любому найдет тебя по серверу даже. Он узнает инфу там туда-сюда. Вот. Это так, это балаболка просто, Валер. Вот. Я думаю, так. Вот, мое мнение. Вот. Он узнает все и придет. Если уж слова пишешь, так и действия делай. Ну, а может, он ждет выходного дня, когда в субботу-воскресенье будет у людей выходные, да? Он их сагитирует, они придут, побалуются, а в понедельник уже играть они не будут. То есть понедельник, там вторник, среда, четверг, то есть работать будут. Им некогда до игры. О, то есть они, мол, прокачанные, да, и это побаловаться так выходит иногда, да. Ну, посмотрим. Выходные близко. Вот. Может быть и так. Может быть и так. Подождем. Завтра, послезавтра. И у него, видишь, не один такой диггер-то. Я его раз забанил. Он раз какое-то время с другого уже пишет. Опять забанили. Вот. Это, видимо, мальчишка какой-нибудь, наверное, балуется. Я предполагаю, кто это. Это, наверное, Сархей же там есть один. Товарищ нехороший. Я думаю, он, наверное, балуется. Потому что он у меня сидит забаненный. И он решил так вот здесь Саше отомстить. Ну пусть создает, что побольше будет людей на Ютубе. На Ютубе не хватает таков. Пусть побольше будет. Рейдеры что-то ко мне давно не приходили уже. Архейдж заходили, а вот сейчас что-то не заходят. Давно уже нету. Мирослав. Да, хорошая игра. Да. Она как бы так вот стройка есть, и это все есть. Что-то непонятно. Вы получили. Что-то какое-то письмо выскочило.
Это, Мирослав, я играю в Стиме, там вот в Стиме бесплатная игра она, то есть я ее, как, я играл в Юшку, да, и у меня это есть, Форест Вилага, да, вот когда Юшку я покупал, обещали, то есть в Стиме дадут бесплатно ММО. Они выполнили свое обещание, правда, когда основная игра вышла, да, они не так выполняли, как они обещали. То есть, когда основная игра вышла, да, они не дали, кто в Стиме покупал, вот, ничего. Вот. И, то есть, ну, это стимовская, она бесплатно запускается, нормально, все. Вот сейчас просто супер. Вот. Прям в Стиме запускаешь бесплатно, все это включаешь, вот, ак создаешь и играешь, вот. Если старый, у меня вот тот горняк, он старый, он давно-давно, я его создал, там по истории посмотрел еще в начале 2018-го, вот, там в феврале или в январе, что ли. Как раз вот они ее, наверное, выпустили, вот. Только я не стал в нее играть, потому что мне что-то не нравилось там туда-сюда, ММО это, ПВП было сильное вроде бы, что-то такое, короче, ну не для меня она была, то есть я не играл. Вот. Сейчас же по-другому она уже игра, то есть мне интересно, как бы вот. Да и тогда не было такой компании, как сейчас вроде бы нашлась. Ну, ну если Тём бы, если бы не зашел, не сказал мне там, да, не пригласил бы, так бы я играл в Юшку. Вот. Не подсказал, вот ему спасибо, конечно. Вот. Я еще какую-то для канала нашел игрушку. Мирон, если ЕТС у тебя тянет, да, то эту игру должно, там все сходится, то есть ты как бы это попробуй все-таки, сделай высокие хотя бы, не ультра, а высокие, и попробуй. На средних попробуй. Не знаю, я вот, у меня там игрушка есть, ой, походу матушка звонит. Так, ребята, пока что я отключусь, отвечу на звоночек.
Так, извиняюсь, ребят, это как ее? Ну да, гранит на эту. Как ее? Извиняюсь, отвлекла меня матушка, звонила по телефону, блин. Пришлось отвлечься. На ЕТС ДХ нужен, а сюда 11. Нет, я как Мирослав, я пришел сюда как? Я не хотел играть в ММО, потому что одному здесь делать нечего. Вот. Но у меня, когда я вначале начал 2 или 3 стрима, у меня юшка, короче, была. Это которая одиночная, может, игра. То есть я там свой сервер создаю и на нем играю. Вот. Все бесплатно, туда-сюда. Вот. А потом зашел подписчик мой, вот, и сказал: дядь Саш, ну он в Дискорд зашел. Вот. Мы с ним поговорили, так пообщались. Вот. Ну, прошел день, я думаю, что я там буду делать на той, мне не понравилось, то есть там скучно. Вот. Здесь все-таки веселее, и народ, и все такое. Вот. И не зазря буду, а то я там сижу, ё-моё, ГМа включил, и неинтересно играть так будет все равно. Но... И вот, мы с Тимой разговорились, и я там зашел, ё-моё, мне все подсказали, как, чего сделать. Я это все сделал, вот, и... Потом говорю: а что, давайте я к вам, можно? Нет, спросил у них. Они говорят: да пожалуйста. Вот, я к ним. Вот, ну и так посидел час-два, поиграл, что-то помогал им, и, короче, все. Зараза ко мне это прилипло. Вот, ММО теперь. Конечно, Мирослав, попробуй. Потому что у меня тоже раньше висло на хорошем компьютере, подвисало, мне не нравилась игра, и я не стал в нее играть. Я в ВК, а все под стримом есть, все описание. Там группа есть, то есть вступайте в группу. Я ссылочку туда даю всегда, то есть когда стрим запускаю, в группу даю ссылочку, то есть что у меня стрим пошел, то есть пожалуйста, заходите, смотрите. Есть у меня там группа, правда она небольшая, но это как ее... Но люди, ну ВК это такая вещь, когда я Архедж стримил, мне каждый день приходилось по 100, по 150 писем разбирать. Вот, то есть в личку писали очень-очень сильно. Сейчас уже, конечно, послабже, но пишут такие вопросы. Дядь Саш, что не стримишь вот такую игру, там название ее пишут. И я, конечно, отвечаю, стараюсь каждому, кто мне пишет, уделять внимание. Но у меня есть одно но. Если у человека на его как бы страничке, вот, нету личной фотографии или что-то типа такого, я уже с таким стараюсь не общаться. Редко. Вот, и то. Вот. То есть я вижу, что это какой-то непонятный, скрытный человек. То есть мне как-то это не очень хочется с таким общаться. То есть такое.
Вот, ну, я стараюсь уделить всем. Ну, то есть процентов вот из тех писем, что мне приходили, да, там, в ВК, вот, процентов, может быть, ну, 10 я не отвечал, то есть там 5% где-то. И по той причине, что у человека там непонятно какая, чего создана, то есть страничка. То есть одна фотография стоит и все. И то фотография это аватарка типа. Вот. И ну как с таким? Ничего, не описаний там, ничего нету. То есть как с таким человеком общаться, с аватаркой, ну, не знаю, я как-то это... То есть можете в друзья, я не добавляю, я обычно скидываю в подписчики. Вот. Друзья, я только добавляю тех, которые или играют со мной, или в реале дружат и все такое. То есть вот. Всех подряд не добавляю. То есть друзья, мне как бы это не интересно. Я, если человек просится добавиться в друзья, да, я его обычно, ну, если он не со мной не играет или что-то такое, то я его отправляю в подписчики, то есть он у меня все равно есть. Вот. Если он сам, наверное, там не откажет, но у меня там есть подписчики, то есть вот. Я стараюсь туда отправлять. Вот. Так что вот так. Такое. Ну, стараюсь всем уделять внимание, то есть, как бы, маленький, взрослый. Ну, вопросов много бывает, очень много. Так что вопросы задают. Особенно вот другую игру играл, спрашивают, интересуются, как вот это сделать, как вот это лучше. Вот, и вот, даже было такое, что и в Discord, я почему и добавил Discord свой, то есть, ну я сейчас, конечно, в данный момент туда не захожу часто, но все равно, то есть в Дискорде я онлайн вроде бы, вот. Если что, в личку в Дискорде пишут, я стараюсь сразу отвечать. Все, кирка сломалась. Кирдык, кирке, да? Теперь у меня маленькая будет. Мини-кирка. У меня теперь мини-кирка будет. Мини-кирка будет. Вот сейчас туда пророем, да? Туда пророем и посмотрим, что там. Что так темно, блин, стало? 3 часа, ё. Неужто из-за еды эта вся фигня? Ну, конечно, попробуй запустить. Конечно, Мирослав. Ты можешь, даже если... Сколько тебе лет-то, Мирослав? Можешь к нам прийти, если лет 18+. Ну, работаешь, значит, лет много. К нам даже можешь. То есть, ребята подскажут, чего, расскажут, покачаться. То есть, работа найдется. В одиночестве, как мне объяснили, тяжеловато играть. То есть, вот я вчера беседовал с ребятами, да, спрашивал у них про, чтобы одному там играть, вот. А они объяснили то, что, ну, ММО тяжеловато одному играть, даже если ты будешь и прокачанный, то есть, тяжеловато. Очень тяжеловато. Тут такая ситуация, что как бы у тебя получается, если одному играть,
Вот сам посуди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 персонажей тебе надо создать, чтобы одному мог играть. Потому что тут вот предел 410 вот этих вот штучек. То есть до конца профессии, если что-то качать, ты только вот 4 там одной какой-то можешь прокачать. Вот. То есть фактически ты все это не сможешь сделать. То есть один, если играешь. Давай возьмем вдвоем, втроем, да, то же самое. Ну, по парочку, если вы создадите, то уже как-то можно. Вот, то есть тут как бы такое вот. То есть вчера я понял одно, что в ММО нереально. Когда ты один там на своем сервере в Юшке, вот там реально. Вот. Ну, там немножко другая игра. То есть там киркой можно сразу тесать. Вот. То есть не надо тебе этот тесак ставить. А тут, видишь, немножко правила по-другому. Прокачка тут по-другому. То есть, как бы, здесь получше намного. Вот. Ну да. Давай, Валяр. Давай. То есть, получается, что в этой игре лучше компании играть. То есть, ну, человек 6-7 лучше быть, 10. Потому что, если, ну, даже вот взять момент такой, что ты играешь один, ну, на тебя же напасть могут, правильно? А отбиваться одному это сложнее. То есть, тут уже другой фактор. То есть, сосед на тебя войну бросит, и чё? Ничего ты не сделаешь, и будешь там сидеть. А он тебя будет ходить, все твои сараи и все дома пожжет, вот, животных всех украдет или порежет, или еще что-нибудь сделает. Ну, там не важно. Вот. То есть он может из своего замка ровно эту сделать, площадку. Потому что ты один. Так что лучше, если начинать в эту игру, то есть ММО, именно ММО, то лучше с кем-то. Блин, пойду-ка я пожрать себе возьму. Заодно кирку отремонтирую. У меня уже еды мало. Как раз расцветет, а то в этой потемке бегать. Там вот еда есть вроде бы. И там ремки есть, были, по крайней мере. Сейчас посмотрим. Пойду-ка возьму. Что-то, мне кажется, рычало. Давай, Мирослав. Да там можешь не писать, там Дискорд, короче, даже вот, который у меня под стримом написан, в него заходишь, да, и там есть, если что, с этим кланом, то есть можно подсоединиться, то есть к этому клану. Вот. Такое. Вот, сейчас вот эти вот возьмем, вот эти вот хорошие. Вот эти вот, пяточек больше не надо пока что. Лучше приду потом. И кирку мне надо поменять. Блин, тут все ломаные. Ломаные. Вот, целая. Надо, кто у нас там ремонтник, надо сказать ему.
собой не буду брать, сюда брошу. Вот тут ножовка есть. Было покушать взяли. Кирку одели. Кирку, лопату одели. Все. Больше пока что там ей не нужно. Покушать взяли. Сейчас помолимся. Не помолилась. Пока что еду есть не буду. Я сейчас пройдет, вон бафики слетят и еще поем. Видите, бафики, видите? Вот эти бафики, они хорошо дают, если сложность, вон, 5 у меня, видите, 5 сложность у еды, то вот эти вот дольше бафики дает, вот эти 2. Это мне ребята сказали. Вот. Но она недолго, бафики слетает, надо опять кушать. Вот. Ну, для работы это очень даже плюс хороший. Бафики вот эти вот 50. Как мне сказали, объяснили. Но я и сам догадываться стал. Для сумки они плохо, а для работы нормально. Для сумки вот сейчас, смотрите, меньше наберет. Вот, видите? Но здесь мы докопали уже. А какая выкопали? Да и 85-ю. Блин, меньше. Но если кирпич пойдет, тогда вот этот туннель мы будем ниже копать. Вот. Вот этот туннель. И вот туда ниже уходить. И чуть-чуть дойдем и сразу влево. А потом там ниже. Попробуем зарыться вниз, вниз, вниз. В шахту. Вниз, вниз, вниз. Как бы ступеньки сделаем. Сейчас как в бок бы желательно была бы, я бы в бок ушел, влево, да, а потом бы вниз копал бы. И вниз, вниз, ее вниз, может быть там есть хорошая руда, которая нужна нам, гранит. Так-то я, по идее, копаю этот гранит для чего? Для того, чтобы найти более качественную. Но если ее не будет, то будем эту улучшать. Там есть такая штучка какая-то, на букву Б называется. И с помощью ее можно улучшать сыпучие любые материалы. Которые сыпучие. То есть не только гранит, можно и металл, песок, ну, все, что сыпется. Все, что вы высыпаете на землю, с помощью этой штуки можно улучшать. Вот будем улучшать сидеть. Хотя уже вы видели, с утра я сидел, вроде бы улучшал. Не знаю, на стриме это есть, нет? Нету. На стриме нету. Но я с утра сидел, целую телегу улучшил, отвез. Влад там должен был наделать тесаный гранит. Не знаю, наделал, не наделал. Но это не важно. Придет, наделает.
А так, пожалуйста, то есть... То есть это как бы... Самому интересно, вот будет радость, когда я большой найду хороший уровень. Гранит, сказали, здесь есть, но не помню в каком углу. Хоть бы сказали в каком углу, ё-моё. Али есть, видели. Ну, пока что не нашли. Вот можно вообще-то вот здесь вот уйти вот туда, блин. Вот здесь вот туда пойти. Какой здесь? Ладно. Вниз туда идти. Может быть будет. А ну-ка. Давайте попробуем, а? Что мы теряем? Вниз туда идти. Вот так вот подрыть. И как раз, если камень нужен будет, они там дороги. Вниз туда вот идти. Сейчас так и будет. Попробуем. Посмотрим. Посмотрим. Может там будет, а? Надо 80 плюс. 80 найти было бы уже бы что-то хорошее. Там не так много, но лучше 85. Так-то фактически нужна 85. 85 это норм. 85. Но. Сейчас посмотрим. Я думаю, ничего страшного не будет, если я здесь вырую. Тут что по-другому будем копать. Копайся, копайся. О, скоро судный час. Скоро Нигель придет.
скоро судный час. Песенка хорошая. Песенка такая. Красивая такая, напевает. Дамочка напевает. Не хочет. Собачка. Тоже не хочет. Пошла. Пати, пати, пати. Блин, Саня не туда зашел. Тьфу, блин.
пожаловать. Куда-то добро пожаловать, оставь свое оружие. А что это за группа такая? У меня в Дискорде. Это по арку. Она мне не нужна. Точно. Покинуть. Серега в ферму играет, сидит. Ко мне зашел. Двое присоединился. Все, полный. Так. Сегодня же судный час на час раньше, наверное, и он 2 часа будет. Ну да. Сегодня дольше судный час-то вроде бы ребята говорили вчера. Я забыл про это. Значит, он сегодня в 3 часа судный час, да? В 3 часа. И до 4... До 5 часов будет. То есть так. Наверное, так. О, помолилась. В этот раз. Помолилась, прибавилась мне. Так, кушай. Помолилась в этот раз. Уже у меня 2 там. Она нельзя будет.
Можно. Нормально. Карман жалко, нельзя немножко, а то он, считай, процентов 20 экрана занимает. Блин, как бы его сделать поменьше, чтобы он был? Нельзя. Блин, жалко его, нельзя поменьше сделать. Даже F10, если нажмешь, все равно нельзя. Много там еще осталось. 16%. Не желает больше слышать. Не хочет нас Бог больше слышать сегодня. Хорошо, что на связи. Есть с кем пообщаться в чате, если что. Добавил группу. Ну хорошо, хорошо. Вот. В группе всегда узнаешь. Вон Виталька пришел. В группе всегда ты узнаешь, если стрим дядь Саша запустил, оно как бы тебе выскочит все равно, если ты новости смотришь в ВК, вот, оно выскочит. То есть такое. Я больше никуда не скидываю, только в ВК. В группу к себе. Чё там, приходил кто-то? Да нет, жду негра, ё-моё. Сейчас через 45 минут будет судный час. Сегодня же судный час 2 часа, правильно? Это значит, он раньше, он не в 4 часа по Москве, а в 3 начнется, правильно же? И до 5 часов. Вечерний судный час раньше начинается, а обедашний я не знаю. Ну вот, короче, не знаю, я вот с утра заходил, я зашел с утра. Вот. Он первый вот этот час, он начинается обычно в 4 часа по Москве. Вот. И, короче, это, как его, в 4 часа, да, и до 5 был. А сейчас уже, я так понял, уже выскакивал этот значок, что через 60 минут начнется судный час. Еще 3 час только. Значит, с трех, да, до этого. До 5, да? До 5 будет. Наверное, 2 часа. Ну, сейчас увидим. Я просто, Виталий, не знаю это. Короче, я решил вот здесь вот копать вниз. Уходить. Вот этот краешек.
я решил вниз уходить и все-таки попытать счастье. Вот. Ну, может быть, туда как бы лесенку пониже и по бокам проверять, ё-моё, рыть. Может быть, найду, блин. Так хочется найти хороший гранит. Хоть бы люди, которые сказали, что там есть, хоть в какой стране это находится, сказали бы. Мы бы рыли в ту сторону. Тут есть гранит хороший, ты в их сторону. Только в какую сторону-то копать? Ну, это уже другое дело. Вот. Где он есть? В какой стране-то? Ух ты, кто это ссыпает тут? Я сыплю. Кто? Кто еще? О, приходите, мы щиты уже взяли. Так что приходите в гости. Мы со щитами уже бегаем. Так что... щит золотой, так что приходите. Да, Виталий? Ну да, оловянный. А оловянный? Ну, хорошо, здесь нельзя рыть. Пол, туннель слишком тонок. Тьфу, блин, нельзя рыть здесь. Пишет. Я хотел там вниз, нельзя, ё-моё. А, бля. Хитро. А если сейчас уйти вот сюда, а вот сюда, наверное, можно. О. А потом, куда я потом пойду? А вот так, ниже, ниже, и спуститься можно будет ниже. Наверное. Можно попробовать на ушах. Нельзя. А где новый? Где старая та была? Рядом. Нет, я все-таки тогда вот этот, что я вот рою. А смысл ты рядом будешь рыть? У меня уже вот здесь вот прорыто. Просто ты подальше хочешь отойти, оттуда на меня идти, что ли, так? 67-й качество. Фигня. Плохая. Ты тут вниз копаешь? Не, вперед. Что за качество? 6-2 качество, ты чё, вот плохое. Ну плохой, ну надо прорывать, камень-то не будешь рыть, правильно? Камень-то зачем нам там? Ну надо туннель-то какой-то прорыть, чтобы уйти, надо вот, короче, вот это, что я рою, да, туда мы роем, да, туда мы роем, вот. Как будет влево, да, влево гранит, попробуем вниз его копать, понял? О. О. Да немножко поработаю этим, зайду нормально. Да я вот этой вот работаю, уже ее вот прокачал, считай. Часочек я покопал, и у ней, походу, уже там все полно. Нормально. Я уже могу тем заходить и играть. У этой загружено много, то есть вот как раз я сейчас перезайду на ту. Вот так вот здесь вот кидать его, вот он вот так вот ровненько, нормально здесь сыпается. В случае его ковырять будем отсюда и туда подносить. Нет, он сыпается Тахоме на голову. Он сыпается с обрыва. Но он качество хреновое, так что можно сыпать. 6-2 оно надо. Так, я перезайду на того. Это у меня качается. О, пусть качается. Вон, 500 тысяч есть. Вот и пусть качается. Качается у меня на ней травничество. Еще один день и 17 часов я могу на нее не заходить. А потом 2 недели, наверное.
Александр, как вас в Дисе найти и присоединиться? Бери кирку и дикобай. Как найти? А там все под стримом есть. То есть Дискорд я же указал. Да, вон. Ссылка на Дискорд. Вроде бы моя. Ну да, Саня Шкан. Если тебя интересует как бы Дискорд этого клана, да, то вот ко мне заходи, и там есть закреплено. Я не стал на стриме показывать. Вот. Там Ну да. закреплено в моем, которую мне дали, можно это давать, если кто-то интересуется, да, по поводу приемов и все такое. В моем дискорде там закреплено. Вот, то есть там найдешь. Вот. Ну да, если тебе нормально написано, чтобы находили информацию по Дискорду. Так, блин. Я не могу то скопировать. Что хотел? Не можешь скопировать. Ага. Ну, который мне... Ctrl-C, Тёма. Ctrl-C, Ctrl. Пробуй. Да оно у меня закреплено сообщение наверху. Ну, видно, пацана. Да-да, если нажмешь вот этот вот, как ее, что там закреплено на этом, как его, Дискорде, и ты увидишь вот, полную информацию. Сейчас, получается, копаем бой на ту сторону. На ту сторону. Так вот канал копаем. Посмотрим. Да я качаю, я просто забываю. Я забываю про это. Сейчас я перезайду на того. Вот надо еще здесь 2 ака создать. Надо 700 рублей разориться. О, 700 рублей разориться и еще создать парочку. Кто-то мне запрос дружбы отправил. Зачем? Не знаю. Вот ты вела, ё-моё. Какой-то граф россиян. Зачем? Не знаю. С телефона. Граф россиянин. Может, нигер, а? Тот нигер, который писал нехорошие слова на стриме. Идол поставить возле шахты, чтобы в город не бегать. Да ну,
Я-то не умею идол это ставить. А, идол поставить, молиться типа. Ну да, говорят, идол надо поставить возле шахты, Поставить. вот. И чтобы качать эту, как ее, Горное дело. да. Короче, там В принципе. копаем. Не, ну в принципе можно попробовать. Нет, там это карму, чтобы качать. Ну, надо будет ребятам сказать. Это Мирослав. А, Мирослав. Ну ладно, если Мирослав. Вон Андрюха пришел, а ему там скучно, он к нам пришел. Что у вас тут интересного? У У нас- стрим идет. У нас это как его? Негр скоро, скоро негр придет. Скоро причастны стали, да? Да, скоро негр придет к нам в гости. Он сегодня опять обещал. Вчера обещал, что-то не пришел. Даже не ответил. Там ему вопросы задавали, а он не ответил. А сегодня аж 2 раза заходил под разными аками и оба забанил. Вот. Кстати, эти бревна, которые багнутые, я их пилю на поленье. 120 полешек с одного бревна выходит. Считай, на каждый заборчик надо по 15 полешек. Андрюх, там может с одного полежка не 100, это 20 полежек, а может выйдет побольше, а? Считал 120. Не, я просто говорю, то что может выйдет пару тысяч. Бесконечно. Да, но они же забаговались, чё ж там. А я сейчас начнется, пойду в другую игру, в которую играю. Сейчас пиратку себе скачал. Green Hill. Игра вышла в стиле. Выживалка. Раз там обновление вышло, ты в раз не играешь, Андрюх? Больше 3000 часов. Вот в Расте 5 гигов вчера вышло Я обновление. видел, не хочу, надоело уже. Я раз 3 года. 61 качество. 61-е. А в ВОК никуда влево-вправо не сможем, да, уйти? Видишь камень. Блин, жалко. Вот сейчас бы уйти бы вот влево хотя бы, а потом вниз прям идти, вот туда зарываться. Но не получается. Я думаю, надо новое месторождение искать. Я ходил, здесь нету, может быть с другой стороны есть. Но здесь Вообще, нету. С другой стороны горы не смотрели, что у нас есть из ресурсов? О. Так как с другой Это стороны? надо опытному ходить, горняку, кто опытный. Где? И Где вот я сейчас беру верхний смотри. фиот у нас, который стоит на самом вершине, вот на вот этой вот горе, их с той стороны не смотрели? Нет. Где-то золото копал как-то. Мгм. Ты понял, да, про что я говорю? Вот, сходить надо, посмотреть, может и Может, там. дальше, как на этих, на рабов, ой, на этих, на ботов-то ездят, там же тоже горы. Может быть, это реально горит есть. Да я вот сюда вот зайду, поищу здесь вот рядом. Сейчас вот тут. Тут рядом я искал, тут мало, и там 20-32 самый большой находил. Так что здесь можешь не искать. А Аполлон Копаем, 502. вот здесь, получается, эту гору копаем, все, ну, чуть в стороне копаем. А в тех районах вообще ни разу ничего не смотрел. Что там у нас? Тут попробую. Посмотрим. Если далековато и что-то есть, мы можем, в принципе, на конях себе таскать. Как вариант. Народ там стоит, какие-то что-то выкидывает, а мы приехали, себя набрали и увезли по-быстрому.
Я и говорил Владу, может быть, что-то куда-то этот гранит можно не высыпать, а в телеге грузить, возить к себе, что-то осыпать. Вы, кстати, его себе, он у вас там вниз не ссыпается? Уже есть. Мы, который плохой, мы его туда ссыпаем, кстати. Мы там место нашли, где оно, чтоб туда, к америкосам ссыпалось. Да. Туда, вниз во враг. Вот. Вот мы вроде бы сейчас нашли местечко, где ссыпать туда во враг. Вот копаем и ссыпаем его туда. Но 62-й вот сейчас им сыпем туда. Или подарочки сыпите, да? Да, да. Излишки. Излишки производства. Пойду в сторону этого времени. Еще. Мы в одном месте зациклим. Как будто тут все горы границы. Щупай здесь. 36-й наш. Нет, 36-й не пойдет. Ищи хотя бы 60 да. плюс, если найдешь, тогда еще можно попытаться там покопать. Как я здесь, я нашел здесь, начальный был 53-й, что ли. 45-й. 54-й начальный был, где-то так. И вот такой вот надо побольше найти, чтобы, и тогда хотя бы 65-й, и вот тогда там можно покопать, попробовать, может быть ты нарвешься на хороший гранит. Все равно качаться, что здесь, что там, без разницы. Здесь уже достаточно граница. К-45. Не, это не то. Но игрушка интересная. Так что она, главное, стала доступ даже дали бесплатно, то есть игра Да. хорошая. Года назад покупал за 1500. Ну вот, а я не покупал, потому что я покупал в Стиме, вот, и они обещали, как ММО выйдет, да, нам дадут это билетики, вот, и типа как билетики, и мы сможем со Стима и играть. О, я отравление какое-то получил. Вас отравили, и вы медленно умираете. Как это так? Змея укусила. Где? Ну, вот есть такое. Не Есть. видно, но они есть. Да. Значит, там точно есть гранит сотой. Если змеи там начали. Такого раньше не было. Я вообще здесь рыл, такого не было, я такого не видел. Вот. Значит, я сейчас даруюсь до золотого этого гранита. Если уже змеи кусаются. Дядя Саша сейчас даруется до золотого гранита. А на рынок вот этот вот торговый, который пост, да, вы мне теперь объясните. Туда определенный вес, количество ты можешь продавать или что? Или поштучно? Я так Да, вот... сколько хочешь. И поштучно. Ну вот, смотри, тесаного, например, гранита, да? Сколько я туда могу продавать?
100 штучек или больше? Ну, такие вещи продают телега. Да и это не важно, я просто интересуюсь. Не важно, сколько оно стоит и чего и как. Но сколько количество, какое я могу сам максимум засунуть? Да, там очень много. Ну сколько много? Телегу. Например, в телеге там влезает, я считал, 420, да? Вот, 420, если я туда тесаного гранита засуну, оно это реально туда мне засунуть или нет? Да, реально, хоть 10 телег. Хоть 10 телег, да? Да. То есть там вес не имеет значения. Там только имеет, наверное, количество разных предметов, наверное, да? Чем больше объем, тем больше за пересылку заплатишь. Как понять за пересылку? Ну, кто покупает у тебя, он платит за пересылку, типа за Кто вес. покупает или кто-то продает? Кто покупает. Кто покупает, он больше за пересылку. До 500 кг вроде. А, вон Валера пишет. Там типа хранилище с Короче, весом. расширили Чтобы баб- увеличить это хранилище, надо доплачивать. Нет, говорит, нисколько хочешь. 500 кг. А 500 кг это мало. Если даже тесаного гранита, а если он 7 весит, да, то это сколько штучек можно продать? Сейчас посмотрим. Сейчас посчитаем. 500 разделить на 7. 70 штучек больше я не смогу туда запихнуть. Видишь как? Короче, эти гады возле нас поставили, блин, аванпост, и там, где гора из гранита 45-м, они перекрыли ее. Там, где военные, вот их аванпост из башни, чтобы нас воровали. Туда не подойти уже все. Стреляют? Нет, нельзя копать. Угу. Понятно. Что-то новое поставили? Да, они расширили территорию, они уже прямо скалу забрали у нас. Вверх. Вверх расширить. Там же типа нельзя к нам от кем приблизиться. Ну, с той стороны можно, видно. Сейчас Ну. давай. А что это такое? Вон пишет Валера, спроси у Андрея, он на рабах дорогу сделал. Не знаю, на стриме пишет Валера Орлов какой-то. На каких ты рабах дорогу сделал, а? Сами не делают, блядь. Сутками напролёт. Попробую прорыть, короче, тоннельчик небольшой. Попробуй. А вот там дальше, как я типа скалы, там уже чужая территория. Клеток через 20. Ну попробуй, посмотри, что там, может быть, нарвешься на золотую жилу. Я пока что здесь, посмотрим. Надо было изначально, он какой-то с факелом бегает. Ну это
это обычно бегает один человек у нас, это Святик. А я уж думал, негр пришел. Он зеленый там парень. А, то есть если она светится зеленой, это кто-то наш, да? Да, если подсвечивается зеленым имя, то это наш. Союзник голубый, враг красный, нейтрал белый. А-а-а. И ник также, если подсвечивается белый, это нейтрал, да? Ну, да, я за ники говорю. А если... Нет, я не вижу какой. Я вижу, что он форма у него зеленая. А вот ник Да, я да, не правда, знаю. если зеленая, то Ник я не знаю. то есть зеленая штука у нас. А, даже в шахте идет снег. Ну как они так разработали-то? В шахте снег идет. Читерский какой-то снег, ёб, непонятный. А до суда они до шахты не могут оттуда от себя дострелить стрелами, нет? Кто? Враги? Ну вот рядом которые. Нет, Нет, да? далеко. Далеко. Далеко, да? О, Ладно, поехал я по делам, потом зайду позже, когда дом буду. Давай, Валя. Спасибо, что заходил на стрим. Пообщался здесь с Сашей. Хорошо, когда общаетесь. Я просто, когда не общаются, я подозреваю, что у меня там, если сидят люди, они у меня просто уже в чате забанены. блин, выпрыгнуть не могу. Чай? Выпрыгнуть не могу, надо здесь расчистить меня. Эх ты, сам себя зажал. Где? Ну, вот здесь рядом. Дальше. Где фонарик горит? Сейчас приду, попробую. Да. Сейчас, подожди, сейчас выгружу. Ты у меня загружен. Закопал себя. Как же ты так, а? Я всегда первым делом дорогу. Я просто знаю, что иной раз тяжело из этой ямы выбираться. Вот. Я всегда первым делом карман очищаю и делаю дорогу. Так. Это мы с тобой там вместе сейчас будем сидеть. Там много рыть. Сейчас попробую выпрыгнуть. Надо просто вот это бровку сбрить. И понизить не могу. У меня просто карман маленький будет. Че ты там крутишь-то?
Вот и все. Все, вылез? А как это вычищать? А? Чего один? Что там валяется? О, все. А чё кирку-то бросили? А, она плохо. Так сказали, вроде бы кирки лучше в мономент. Остальные кирки, да, не выбрасывали, дешевле. Ой, не то сделал. И чё, ты вот хочешь вот здесь порыть, да? Да, прямо. Попробовать угол. Так 26-й, куда тебе? Здесь 26 в глубине, может, с 50-й, может, 70-й. 24-й. Прямо копать надо, выбить кубу, и увидишь. Оно если увеличиваться будет, то надо копать. Куда? Туда вот вперед будем копать? Да, да. Ну давай покопаем здесь. Какая разница? Там копать, тут копать. Сразу сбрасывайте. Без разницы. Там, а тут. А тут 33-й и 26-я идет. Если 33, значит улучшение будет 100%. Много нас здесь, народу что-то собралось. Святослав спрашивает, вперед копаем. Блин. Все. Что дальше? 27-я. 25-й. Вперед 27-я. О, 29-й вот туда уходит, в мою сторону. Ну, чё, решай, куда копаем? Виталь. Куда копаем? Вперед?
34-е стало появляться. Надо копать и смотреть по сторонам. Если будет улучшаться, идти туда. Так по идее в мою сторону улучшаться, вот она и лучше. Может просто так быть, что может выше, лучше играть, и немножко ниже. Тоже надо учить. Может быть выше, ниже. Не знаю. Ну ты давай командуй, мы туда будем копать. Пока прям копать. Потом, если что, в тоннеле можно вверх и вниз копать. Проверить. О, сработало, слава богу. Ну вот, 34-й, 27-й идет. Уже плюс. Раз не будет хорошего почти. Может будет даже 60. Смотри. Я считаю, что должно более-менее качественно быть. В центр надо жилы найти. Как скажешь. Нам не жалко вырыть туннели. Там тоже копать, если там максимум. Что там копать, что тут копать, без разницы. Просто лучше бы, конечно, сделать, чтобы это куда-то возить. Может быть, что-то у нас улучшать, поднимать. Вот. Может быть, это лучше было бы, чтобы впустую так не копались. Вот. Я бы повозил. 30, 27, 20. Лучше. Пол сейчас проверим, кажется. Блин, нельзя. Пол нельзя, там в поле это показывает. Пока дальше. Да, вперед, давай, так пока что пророем. Ну, улучшается же 34, а там по стенкам посмотрим. Если нарвемся на хорошую, можно будет. Но мне кажется, навряд ли здесь будет. Может быть, вот это вот заново пойти, только идти вот здесь вот в пол вниз. О. В коридоре есть копать на упор. А? Если хочешь вниз копать, надо копать именно с подстенки. Вон, Святослав пришел. Всем привет. Привет. Вперед, это, Святослав, качай. Это, копай. Вперед, пока что вперед. Но мы хотим посмотреть, может быть, здесь получше будет. Там уже, ну, уменьшение. Куда бы ни рыли, уже только уменьшается. И туда, и сюда, и ни в какую. Потому что там камень хороший, нам еще там камень, он пригодится. Нет смысла вниз даже бы, я бы начал ниже еще бы опустился, да, покопал бы. Ну, видишь, камень нужен нам будет, надо камень убрать, тогда уже можно было бы, но камень нет смысла мешать с гранитом.
Его, может быть, куда-то возить, этот камень. Складывать в кучу можно. Там не нужен нам просто 60, если плюс этот тесаный камень-то, нет? Нужен тесный камень. Любой? Я не знаю, у рабов еще не обделал. Так, может быть, я могу делать тесаный камень, у меня получается хороший вроде бы. Я могу возить тесаный камень, если надо. Но вот только там жило 60 плюс. То есть 62, вот такой вот. Ну, 67 можно найти, 65. Не знаю, пойдет на тесан? Сейчас пока давайте гранитом разберемся. Да, кирпич пошел, ё-моё. Значит, идти либо прямо, либо в сторону. Может куб кирпича быть или два, потом опять гранит. Давай, мне кажется, давай вот это, что мы прорыли, ниже еще спустимся. А? Давай на уровень. Вот ниже. отсюда на уровень ниже пошли, и все. С прямого коридора нельзя идти. От стены только можно идти. Ну давай от стены пойдем ниже туда. Возьмем. Лесенку сделаем. Ниже, типа рядом параллельный этот. Нет, Давай здесь параллельный. разве вниз нельзя идти? Или он потом не даст ниже идти? Нельзя так рыть? Ну, можно копать, только... Вот, смотри, ну от стены начать, вот, да, вот ты говоришь в туннеле, вот отсюда начать вниз. Нет, нельзя. Можно только Вниз лево-право везде. и потом туда вперед вот дальше рыть. Нет, нельзя так будет. Нет, смотри, можно копать сюда прямо, один куб, а потом вниз копать. Либо сюда прямо. Ну тогда зачем мы будем там? Вот здесь вот надо брать, где большая. Вот здесь тогда и вниз идти, вот этот вот до камня. Давай. Давай, вот этот Давай, вот, перед камнем. вот этот вот вниз копаем, короче. Перед камнем. Вот только вниз уже. Углубляться. Да, вниз. Углубляться. Опустимся пониже. Посмотрим, что там пониже. Будем так вот идти вниз. Вот. И будем поглядывать. Если хорошую попадется там 70, тогда уже прямую можно вырыть где-то вправо или влево уйти. Правильно? Да, сейчас, чтобы нам спуститься на один ярус ниже, вот в пол, нам надо прокопать 2,5 квадрата. Ну вот, давай так и будем копать. 2-3 квадрата. О, настал. Сейчас негр придет. Сейчас негр придет. Негр дядя Саша в гости обещал сегодня зайти. О, вчера обещал, сегодня обещал, но что-то не заходит. Тесно даже. Не пройти, не проехать. Когда копаешь, надо прижиматься к стенке, короче. Чтобы сзади тебя могли обойти. Вот. Правильно, бля, вниз настроить.
Привет. Привет. Здорово. Какие новости? Да никаких, ждем негра. Негр ты. Что за негр? Да есть там шалом на стриме. Уже второй день докапывается нехорошими сообщениями. Обещает прийти побить меня. Ну а чё он не приходит уже? Ну второй это день? ждем. Сказали ему, что, мол, это... Тележек с собой побольше бери. Вот. Но... Не... О, первый! Вниз, вниз. Вниз копайте. Вниз, да? Вот этот камень копаем вниз. Да. Хорошо, что камень, его меньше копать надо. Так он первого качества. Да пофиг, копайте вниз. И ниже на неяр спустимся, увидим. Американцев мы, короче, решили завалить гранитом. Аж втроем. 3 горняка. Что тут у нас? Второе качество гранита. Это мусор кто-то скидывал, наверное. Ну, так вниз и копаем, да? Да. Еще один куб, третий, тогда опустимся на нижний ярус. Да? Можно потом уже искать. А потом там, мне кажется, нечего искать. Там вперед потом будем копать. Там можно вправо уйти чуть-чуть. Да, внутрь скалы. Вправо уйти, короче, вправо. Вот сейчас еще один камень копнем и вправо уходим, стараемся вправо, да? И будем вниз копать, то есть ниже, чтобы не верхнюю нам, а ниже. И получится, как бы, у нас бласт этот, и там уже вторичный, как бы, будет, да? Посмотрим, нам ниже сильно не надо идти. Нам на один уровень ниже надо, и достаточно. Хрен знает, короче, видим. Сейчас золото найдем и все. Божьих монет. По 200 тысяч за каждому. Там на стриме у дяди Саши сидит разработчик, и он там уже закапывает нам монет. Скажет, ребята копают, надо им подкинуть. Они тяжелые монеты, если в кармане таскать. Легкие. У меня 3 серебряных с собой. Они по сколько серебро весит одна штучка? 0. 0,300. 0,300? Ну, на мой карман много вместится, да, серебра? Это 3 монеты, 0,100. Подожди, монеты вроде не вообще ничего не весит. Не весит. 0,100 одна монета весит. Не может быть такого. А на вес посмотри, там... Я вот недавно золото таскал, оно 0 весит ровно. Это золото, а серебро-то Серебро. Да. вес есть. У серебра, значит, вес есть.
Вот разменяй золото на серебро и посмотри. Гипс пошел. Да, копаем гипс. Выкопаем. 20 уровень. А куда гипс идет у нас? Нет, 20 нужен, нет? Или он тоже нужно, чтобы он Выкидай. качественный был? Конечно, все. Выкидай. Мне не нравится картинка, какая у меня в игре. Что-то не то. Камень теперь пошел. 20-го левела. Был первого. Заметь. Не, надо перезагрузиться мне, наверное. Скорее всего. Что-то не то. Здесь. Ну, краски какие-то непонятные, некрасивый стримчик получается. Мне кажется, я же перепрыгивал с этой, не выходил из игры. Так, я перезагружусь. Выйду, перезагружусь. Может, там что, обновление? Видеокарта вроде бы нету обновлений, ничего не пишет. Блин, Раст обновляется опять. Походу накосячили. Как всегда. Сколько? 35 мегабайт. Точно косяк какой-то исправляет теперь. А? Косяк какой-то сделали. Андрюх, в Расте. Что такое? В Расте какой-то косяк сделали. Он уже исправлять начали. А вот нового вышло еще. Нет, сейчас вот обновление скачается, скачивается в Расте. Раст. У меня вот скачивается. Ну там 35 мегабайт, но это, видимо, косяки раз, наверное. Они выпустили, косяки теперь исправляют. Теперь, наверное, каждый день будет им, а то, может быть, 2-3 раза по 30 мегабайт скачиваться. Вот этот куб выбиваем и все, идем в сторону, короче, внутрь горы. Угу. Выбили. А спросите у этого человека, который хочет подраться, прийти, когда он придет.
Да он уже забанен, он, наверное, ушел со стрима. Потому что он давно писал-то, я уж 4 часа стримлю. Он писал, я тебе сейчас скажу во сколько. Он же давно, ему вопросы такие задает, он даже на них не отвечает, понимаешь. Он пишет нехорошие просто слова и все. Он писал Идем внутрь полпервого. скалы. Полпервого, это 2 часа назад, ему, считай. Ну ладно, тогда я пойду потренируюсь Тоннель на прямо маяке. копаем. А Я- то мне надо боевого опыта набить, я на нем бы сейчас неплохо поднял. Здесь вперед. Но если придет, свистните, пока я тут. Конечно, мы сразу кричать будем: караул, спасайте, насилуют. Люди. Так, что, вперед роем просто, да? Вперед, направо, внутрь, вглубь скалы копаем. Там ни хрена тут. Гранит, я думаю, на высших слоях находится. Пока вперед прокопаем. Что здесь за баги какие-то непонятные? Ну ты поставь где-то в стороне, типа в тоннель копать. И зайди туда и копай. Блин, баги какие-то. Ты что-то другой какие-то стене. находишь, там баги, тут баги. Знаю, так оно что-то показывается. Если прокопаем в сторону, не будет багов. Прям. Я вот только не знаю, я правильно копаю? Тоннель прямо. Прямо. Да я вперед копаю, прямо все. Может быть, чуть-чуть надо было вперед прокопать сначала 1 квадрат, а потом уже тогда. А мы, считай, сразу начали. Ни смысла нет опускаться. Я думаю, Ну, конечно, я там речку вижу внизу. Или это только у меня так, ё-моё. Речку мне... О, гипс копаем. Слушай, а гипс какого левела? 18 и 9. А гипс не надо нам, нет? нет, все выбрасываю. А он куда идет? Ну, куда-то же идет по-любому. Строитель, скорее всего. Гипс, гипс, гипс. Прокопал. Прокопал? Идем, короче, камень. Какого качества? Какого? 9. Ну, блин, не знаю. Может здесь один камень, может гранит. Ну именно чё, сверху. вперед копаем? Ну, да, пока вперед, потом, может, пойдем вверх, блин, я не знаю, что делать. Ну давай, говори, куда. Прямо. Прямо, да, вперед, так же оставляем. Пока. Просто, скорее всего, гранит в верхних слоях, понимаешь, массива залаживается. Мы что, не знаем. Ну вот сейчас разный камень идет. 18 и 9. Больше всего 18. То есть, чтобы спуститься от, как бы, от своего этого, где вот я выше копал, да, надо 3 квадрата, короче, вниз прокапываешь, а потом хоть влево, хоть вправо уходи, да? Да, если ты хочешь оказаться под полом, то я где-то считал примерно 2,5-3 квадрата. Ну, 3 квадрата, короче. Да, 3 куба надо. Тогда окажемся как раз под этим, под полом. Своим, да? Да. Я так золото добывал.
прокопал еще один. Тут уже 9. Вот там и был 9. Да давай, давай, копаем вперед, посмотрим, что там впереди. Бог с ним. Он не 9, больше идет другого, получше. 19 и 9. А там шло 18 и 9. То есть нам и камень нужен хорошего качества желательно. Вот. Если даже мы камень найдем, и тоже будет польза хорошая. Там его тоже много надо. Лучше, конечно, гранит. Вот. Ну, камень найдем, если хоть будет у нас камень качественный. Тоже хорошо. Вот. Можем тесаный этот камень делать. Его тоже заказывали. Телеги 2-3 натесать надо. Вот. А это 1200 где-то. 1500 где-то тесаного камня точно надо. Это 2-3 телеги будет. Они там заявки писали. То есть, если мы камень найдем хорошего качества, то это тоже есть что поделать будет. Надо ставить стены, туда камень. Чай? У гробов надо ставить стены. Ну вот, вот, туда вот камень нужен. Вот тебе и пожалуйста. Вот туда и пойдет наш камень, чтобы рабов закрывать. Ну, если мы найдем камень, это даже можно. Восьмой. Прокопали. Вправо 9, да, камень. Влево. Влево 7. Давай вправо уйдем. Вниз. А? Право вниз? Да. Ну, давай право вниз. Или прямо. Уже не знаю, понимаешь, гранит он 100% вверху, в верхнем массиве уже, я так. Здесь гранита не найдем. Камень, да, может найдем. Но гранит вряд ли. Вам вверх идти надо, гранит там наверху пласт огромный. Да, да, я думаю, в верхнем толстее. Я вчера это ночью, сегодня ночью вниз копал, там все хуже и хуже и хуже, видите? Да здесь давай, наверное, разрабатываем. Так, ну вот внизу, видишь, гранит здесь немножко. И вверху. Нам надо там найти. Вот давай вот здесь вот 31, давай туда вперед будем рыть. Если ты вперед, ты выйдешь со скалы. Ну, хотя... Так, а мы, может, Давай слева попробуем. найдем еще гранит. Понимаешь? Ладно, Давай прямо. вперед. Вперед вот этот копаем. Вот. Давай. Вперед. Все, у меня кирка сломалась. Пойду чинить, 95-й у меня. На качество. Так ремкомплектов возьми штук 10. Я починю. Ты почини. И... Да, возьми ремкомплектов. Ты же на базу пойдешь? Зачем на базу? Я к этим к лучникам схожу. В гости. А зачем к лучникам идти? Там телега стоит с ремами и с кирками. Так сюда принеси. Чуть-чуть. Кого принести? Ремок. Еду надо? Ну, немножко еды, чуть-чуть. И ремок. Ну я сейчас 30 штучек еды возьму и десяточек вам еды принесу по 5. Как раз.
3-4 ремки хватит. А, 3-4 хватит? 3 ремки хватит даже. Потому что грека уже тоже на треть осталось мощности. Ну и одна на полу валяется. Ее бы тоже отремонтировать. Сколько ремов нести? Это чтоб мою... Нет, 3 хватит. Тебе 3, а этому как его? Ну, на пол сбросишь, если что, она не Святослав, тебе сколько? Давай тоже 3. 3? 76-го вот 3 я нашел здесь. И 79-го ремкомплект. Тех и тех по 3 штучки, да? Еды вам по сколько брать? Тут рыбное безумие какое-то. по 3 тоже. Тоже. Там, где аванпост стоял, там же была телега, и там трачка была, ремки были. Вот я про нее и говорю. Так, по 3 это я взял. О. Святик, ты подумай, там ты видел меня тоже, где ты садишь все, и вверху площадка такая есть, появилась. Ее можешь как-то под дерево придумать, туда складировать дерево, может быть, там все это. Рядышком вот садик, рядышком притащили, заскладировали его. Как у тебя дороги там его этим простым заборчиком деревянным. Ну да, хорошо. Потому что Саня хотел типа внизу делать полигон, чтобы может тренироваться было на лошадях. И там на лошадях не тренируешься точно. Я не знаю, только ниже может где-то еще делать. А вот здесь такая хотя бы территория. Ну вот, сегодня дружнее, прямо народу у меня в гостях. Тут набежала к дяде Саше. Еще больше и больше. А у меня вот ушло 5 ремов я истратил на свою кирку. 5 ремов истратил. Везде 32. Копаем прямо сюда. 32 везде, так что смысла пока нет. Если что, то вниз пойдем там или вверх. Нет, Может, вниз вверх. нам без пойти, там ясно, что там ниже нету. Ну да. Мы нормально идем на уровне моей шахты, считай. Даже нам наоборот вверх, если только идти, потому что это, мне кажется, ниже шахта. Святик, а ты же офицер? Да. Святик, отдай, пожалуйста, моему этому... Господи, как его зовут-то? Вырекрую права на военный аванпост, а то они в меня стреляют. Так, вот здесь вот я кидаю все на пол, заберете. Вырекрую, он твинк в другой гильдии. Это мне к тебе надо подбежать, да? Я не знаю, как выдавать еще. Степа как-то давал, но видишь, аванпост позже построили. А я слышу, что-то там вроде бы стрелы летают. А это вон кто бегает там. Да, я подкрался, даже не заметил, я мог убить тебя. Вот, а Я стрелы-то прям за этой стреляют. штуки стою, и ты прям так ровненько к шахте побежал. Я тебя на мушке держал, но я не стал стрелять, чтобы не убить, ты же глушал. Нет, а там это... Не, я не голышом, я в тапочках. Я тапочки, у меня 2 формы, пижама одета и еще сверху это одежда. Вот. Ценная у меня, наверное, это кирка 95-го. И все, больше, наверное, здесь. Так, вперед роем, куда? А? — Виталий, куда роем?
Ушел кушать, наверное. Надо прямо рыть и налево уходить, мне кажется. Можно налево уходить, только вперед рыть. Во, я налево пойду, вперед буду рыть. Что там? Чтобы расширять ее и смотреть, что там дальше. О. Ну, уже 40-й и 32-й копаю. То есть вперед вот рою. Уже плюс. То есть он уже достаточно... А Хемдал Дарк это чей перс? Хемдалар Дарк. Что, ничей? Да. Где негр, а? Негр, ты где? Приходи к нам в гости. Мы тебя бить не будем. Честно, честно. Кто там пришел? Нет. Хемдалар Дарк это чей перс? Как? Хемдалар Мой, Дарк. конечно. А, привет. Давай. Ты чё пристал? Ты Меня змея укусила. Кто отравил меня? Это ты, что ли, отравил меня, а? Не знаю, кто это отравил. Повалил на землю, а? Ты посмотри, а? Смотри, у этого факел. Ладно, надо работать на арене. Ой, факела я боюсь тика. А вот у кирка вообще, ребят. Ну ладно, ну ты просто мимо. Нет, у меня Не еще... надо, не бей меня, лопату убери. Ты что, спрячь лопату. Так понял, ты с Тёмой в этих там, новых одеждах. Ну да. Но только у меня своя эта гильдия, и я все время меняю накидки. Подбираю, короче, красивые. Ты подожди, а у тебя же 10 персон. Почему 10? Нет, одного персонажа для гильдии достаточно. Это чтобы клейм поставить надо 10, а чтобы просто создать и герб сделать, одного хватает. Да. Одного персонажа... Да, мне кажется, одного персонажа нет смысла, наверное, да, играть. Да он... Конечно, нет. Мы не будем говорить. Потому что у тебя, считай, профессии, если даже ты строиться будешь, да? Самые, да, самые унылые. Вот, то есть у тебя будет не очень качественно, то есть ты не сможешь сделать одиночку. О, одиночкой вообще плохо. Одиночка он может только жить в глиняной хижине, там, и есть как он подножников. То есть у тебя получается, ты сможешь чуть-чуть прокачать, ну фактически все равно надо второго создавать, правильно? По-любому. Даже Да. три надо минимум. Если играть в одиночке, 3 минимум тебе надо, да? И то слабенько будет, да? Все. Ну, отбиваться, если много народу придет, человека 3-4, ты уже, наверное, не сможешь. Я так думаю.
Потому что тебя подхилить, считай, некому, вот, тебя минус. То есть, ну, вдвоем еще можно как-то, втроем. Но одному, я думаю, здесь ММО выживать навряд ли. Ну, если у тебя есть АК-3-4, Ну, все равно, вот, Андрюх, 3-4, ну даже ты 7 штук сделаешь, все профессии у тебя будут прокачаны, да, и все равно ты не сможешь, к тебе придут 3-2 человека, да, на тебя нападут. нет, как бы на PvP зоне нет, на PvE, да. Так, а на ПВЕ, мне же сказали, там тоже могут нападать, зарезать тебя могут. Вроде нет. Ну, не знаю, вот вчера кто-то или сегодня, что ли, говорили, даже на зеленой зоне могут зарезать. То есть здесь я как бы... Не жили у нас даже заборов. Да. Просто территория облагороженная, все по красоте сделано и все. Да, Андрюха в зеленке жил. PvP жили. А, то есть в зеленке можно жить, да? Ну да. У нас вон другой тип Ну там места, наверное, уже нет, мне кажется. Там уже все позабивали, без нас. Прокопали один куб. Если дома есть место, все. Да нет, подожди, много уходило игроков. Знаешь, Слева. был даже ездишь территорию и смотришь, потому что горит здание. Оно под пальмом, горит здание. Вот кто-то ушел уже. Ну, Это вот было. 31 же, короче, либо прямо копать. А я у нас вон видел сегодня, вот в той стране, вот там вот, вот где у нас аванпост вот этот поставили, в той стране, там что-то горело. Я не ходил, но там что-то горело. Саша, ты кого-нибудь качаешь там, доктора или священника? Что-нибудь? Лекаря, я буду лекаря Качаешь? качать. Нет, я пока что еще не качаю только профессию, травнику. Вот ей. А потом... Ты еще не можешь постельку кидать? Какой постель? Постельный режим. Он не может, яма. О, кинь постельку, побудь другом, а то меня покоцали эти лучники. Вот я. Ха. Лучники все-таки бьют, да, сильно, да? Ну, они немножко, 2 раза попали в меня, 10 очков сняли. У нас есть место. Вот, Не, ну, животных. вот смотри, все-таки есть от этого поста какой прок? Есть, конечно. Но я вот за забором спрятался, и они меня уже... Да, спасибо. Сань, А. смотри. У нас есть дорога, да, которая идет от нас. И, короче, между... Потом вниз дорогу налево направо. Туда копаешь, и мы прямо копаем. Смотри, у нас Я вперед копаю, вот здесь, вот посмотри, что там есть будет. эти А мы туда. А вы туда копаете, да, вы там копаете, так и бегаете. А я здесь буду копать, чтобы как раз и друг другу мешаться не будем, и вроде бы и там работу ведутся, то есть... А что вы, Саня, еще одну такую херню от моста поставить? Да, надо. Площадка будет. Вот когда ты спускаешься... Андрей, я понял. Только знаешь, что надо сделать? Да, я понял где, но смотри, вот я сейчас нашел недочет. Я сейчас подбежал игроком и подошел вплотную к аванпосту. И они уже не могли в меня попасть. Поэтому надо на определенной дистанции накопать рвов. Чтобы они не могли, короче, пройти. Могли пройти только по дороге. А на дороге поставить еще один забор. По дороге там что, там, вот я говорю, там можно поставить ворота, поднимаемся, Да. и все. У нас получается справа рабы, а нет, слева рабы. Ну вот сейчас смотри, что было, Андрюх, смотри, вот сейчас как было, да? Я узнал, что Саша забежал туда, в эту штуку, я подбежал к нему. Начал подбегать, лучники открыли по мне огонь. Я просто подбежал под забор, они перестали стрелять. Я стоял под забором, ждал, когда Саша выйдет, прицелился ему в спину и мог его убить легко вообще. Понимаешь? То есть нельзя, чтобы они к забору могли подойти и спрятаться. Надо что-то сделать, чтобы они не могли подойти к забору. Фортик, Правильно. Фортик, Фортик. Саши много в гильдии, можешь меня называть дядя Саша, так легче, ребята будут, может оказаться кто-то еще из А Саши. У тебе нас сколько лет?
подходит Мне друг к другу. 43. Ты для меня не дядя, как бы, мне 39. А, Как бы да. тогда лучше Шкан. Кан, Да, да? я тоже. Ладно. Шкан. Меня так ребята всегда звали. Потому что было такое, что сидят 35 человек, да, вот, Ралкова, если знаете, такая связь. Вот. И там Саши И все было, Саши, да, там было Саши, знаете сколько, ёба, и то есть, как по нику у меня Шкан как-то ник, так было, вот, и, то есть, и так и привязалось ко мне, Шкан. Вот, и, то есть, уже Саня Шкан так вот и называли. Почему я так и сделал? Вот, ник. Окей. Вот, потому что может так получиться, что еще один Саша. Ну, ты же тоже Саша, правильно? Да, у нас много, у нас 5 человек. Вот, видишь, то есть надо как-то это... А то вчера, или вчера, или позавчера, что ли, кто-то что-то... Саша, а какой Саша? Ты про какого Сашу говоришь? Кто это такой? И, то есть это ничего страшного, это понятно. Сейчас вроде бы нас двое, тут можно как-то с друг другом, это нормально. А когда человек много... О, прорыли. 39. Прямо смотрю. 36-й. Налево смотрю. 35. Там камень. 36-й, 35. Прямо копаем. Опа. Ну, дядя Саш копает налево, а мы копаем. Ну, конечно, что вы. Да вы так и идите туда, в сторону моей. Если мы с ней соединимся, мы уже будем что-то знать. Ну, вы с ней, мне кажется, не соединитесь. Она ниже вроде бы. О, мне кажется. Вы с ней даже не соединитесь. Если даже вы туда просоединитесь, мне кажется, вы дойдете до старой шахты нашей. Вот. То есть, вот она между этой шахтой должна посередине быть старая шахта. Вот. Там еще одна шахта есть, которая была до всех. Громадная шахта. Там 3 шахты. О, лучник какой-то стоит, ребят. Где ты видишь лучше? Негр, что ли, пришел? Лопаты достаем. Где ты видишь? Там с луком какой-то стоит, с арбалетом. С арбалетом это я. А, это ты? Частная охранная компания, видишь, меня наняли, чтобы я постоянно. Лодыри гоняет, да? Я вообще из другой гильдии. Да У я меня гильдия знаю. называется Cold Palace. Холодный Вот дворец. ты в своей... Вот, видишь, до камня дорыл здесь. То есть дальше нет смысла здесь копать. 33-й камень. Ну, видишь? Значит, видишь вверху на потолком гранит? Ну да, то есть... Вот видишь? то И месторождение внизу. получается. И внизу тоже. Вот можно здесь попытаться вниз. Получится мне, нет? Сейчас. Да, здесь получится. Вот, может быть, вниз здесь взять. И как раз... Может быть, На там... стену наводите камень и вниз копай. Прямую стену. Не, а прям сразу вниз нельзя уйти? Я же говорю, на коридоре нет. Только когда упираешься в объект, тогда можно. Почему? Ну я вот поднимаю гранит. Не дает, да. Только когда упираешься в что-то, можно копать вниз или вверх. А вы здесь куда? Влево сейчас пойдете, Мы да? прямо идем. Прямо так и пойдете? Да, пока.
идем пока. У нас там 35-й, 34-й гранит. Точнее, 34. Какой? Сейчас скажу. С левой стороны 30. Я вот 40-й был и 32-й копал. Земля это старая шахта. Вот. Ну землю-то, давай лучше тогда старую шахту разроем, вот эту всю землю выгребем, глядишь, может и найдем наш старый гранит, где сотка. А? Сотки нету, и мы выбрали. А, выбрали бы там? Ну, там поменьше-то есть. Выбрали, нас собрали, тут сотый гранит, он эти злодеи ниже, которые смеются. А слева тут получается 37-е качество. Фиг ее знает. Там старая, наверное, шахта. Я еще сейчас докопаюсь до старой шахты. Где будет прикол? Она очень старая, потому что почва 46-го качества. Если была молодая, где-то до первого было второго. 46-е это, я думаю, недели 3-2, это самая первая выработка. Я думаю, когда трехъярусная шахта была громадная. Как раз она была, когда пришли вот пацаны. Вот, Саня пришел первый день, и еще двое. Вот тогда мы копали. Недели 2 назад. 100% старая шахта. Вот гранит с левой стороны. Нет, это камень. Камень. 40. Просто так как на рое нам легче, куда легче идти. Типа штрихи наделаем. Нет, надо вперед, мне кажется, мою рыть. Может, за этим пластом гранит. Хотя внизу гранит. Спускаться смысл. Мне кажется. Блин, жалко, нельзя никак проверить это дело, чтобы как вот золото и это, да, то есть. Ну, золото можно проверить, просто есть оно или нет рядом. Но ты же качество тоже не видишь. Ты же качество так это сам смотришь. Через полтора мне надо отойти будет.
Да ради бога. Вон взяли, вот эта вот сумочка лежит вам. Че я приносил, что просили? Да, я брал. Святослав, Святослав, Да. вот сумочка дальняя сам. То есть, как и шахта. Там Вот. ремок, только 3 ремки были, я их уже... А еду забрал. Я же взял и тому пополам. 2 там осталось, их было 5 стало. Что-то мне кажется, что надо идти в левую сторону. О. Выход. Хорошо, носить легче будет. Надо выбрать прям. 2 выхода будет у шахты, да? Или выходить можно. 2 выхода будет у шахты. Никто никому не будет мешаться. Хоть туда иди. Выкопал 1 гранит, 6 от 8 качества. Да? Ну во, уже. 4 единицы. Уже что-то плюс. Да Что там? нет, это как-то скрайковано там. Нормально, нормально. О, дырище тут, ё-моё. А вы куда? Прямо так и роете? Или вот сюда уходите? Давай, вырей. Прямо. О, все. Тут рыть-то нечего. Ты чё тут рыть? Так. Ну. Смотри, давай кумейкаем. Я думаю, рыть надо, блин, туда, в глубину. Можно как раз отсюда и начать прям. Вот, потому что сейчас перезайдут другие персонажи. Не знаю. Другие перезайдут, вот, которые настоящие, блин, как типа, быстро. У меня там... Ты хочешь туда, вперед? А вперед ты будешь копать, ты в старую шахту упрешься. Ну, значит, копать твою ветку, которую ты копаешь. Вот. Тут вот тут вот яма была, короче. Вот тут вот яма была уже, когда я ту копал. Вот здесь вот где-то она вот была. Вроде бы здесь. Надо То подумать, есть- посмотреть, что. Вот. Если уж копать логически, вот где я копаю, вперед туда, вглубь уходить. О, я уже провалился. Вот вглубь туда, вперед уходить. Вот. Вот это вот только. Не вниз, а вот именно вперед. Значит, я правильно копаю. Вперед. Вот так вот ее и копать. 2 выхода будет. Хоть налево, хоть направо. Ну. Вот она. Я вот сейчас выкопал вперед. С правой стороны 34-й гранит. А тут гипс идет ее. А тут гипс идет.
Гипс 34-го левела. Гипс идет 34-го левела. Че они машину какую-нибудь не придумали? Крот какой-нибудь. Сел на нее, раз, и прорыл на другую сторону скалы. Прикольно было бы. Вот у меня игрушка есть про гномы. Вот жалко нету реальный такой, как бы ты за гнома играешь, да? Как называется игра? Мне тоже надо, есть такая. Сейчас я скажу, подожди. Craft World. Да, Крафт, есть у меня такая игра. Да. Крафт, Прогномы. Да, вот она мне тоже Minecraft, нравится. Да. Она мне тоже нравится. Но вот было бы она бы сделана под эту игру. То есть, как бы, чтобы гномом я был, да, но уже вот так вот играл. Не руководил ими, а сам играл. То есть, такой был, какой бы. Гномы быстро копают. Ну, я такой не нашел его. Там тоже так здорово играть, вот ими руководить. Хорошая игрушка, я стримил у себя. Правда, мало ее, но стримил, ее не смотрит никто. Она прикольная, я смотрелся. Да я знаю, ну видишь, моим подписчикам это не прикольно. Они заходят 2-3 минуты, 5 и все, хала, убегают. Вот. Она детская просто. Ну да. А мне наоборот больше вот как вот Алоды онлайн, типа такое, атмосфера такая вот, мне больше нравятся такие игры. Там же разная карта. Сказка, чтобы в игре была сказка, как бы подсказку такую. Детская игра. Со своим этим. Ну да, со вкусом. Не, и стройка тоже, ну, у меня, как, я больше люблю ферма, строительство, то есть вот такое вот. Огороды, то есть вот это вот больше, как бы, и если есть в игре хоть какой-нибудь на это намек, то есть я играю в нее, стараюсь покупать. Но если я ее купить не могу, то я добавляю ее в Steam желаемое. Ну, обычно на Новый год разоряюсь немножко. 2,5 на 3 накупаю сразу. Они там дешевле доходят до 80%. Или жду Черную пятницу. Может быть, дешевле Steam отдаст. Ну, частенько. Я вот многие игры так покупал в первое время. А потом уже подписчики стали покупать. Дядя Саш, вот давай я тебе куплю вот эту вот игру. Я говорю, да пожалуйста. Было один раз заходил какой-то, я рыбалку стримил, а он зашел, он разработчик другой рыбалки, да, и то есть он мне дал сколько, 5 ключей, и еще до этого 3, 8 ключей где-то дал. А кому-то надо ремкомплектки. Да, вот Тебе дать, сколько тебе дать? 24 штуки. Так,
Так, я готов. Сейчас выкидаю. Ты чё там, ремкомплектов нашел? А это другим маком зашел, у него лежало, что ли? Да, я зашел ювелирами делиться. А у него ремов там полно, да? Ну, я взял и сразу пришел. Так, и чё мы тут откопали? Я вот здесь на землю ремки сбросил. И да, если кому надо. вот 35-й, короче, камень откопал уже. Или гипс Так, 35. куда копать? Да давай по моей вперед туда подальше уйдем. По твоей? Ну да. Ну, прямо, да? Да. Прямо туда, дальше. Копаем и копаем-то. Ну там гипс вроде бы идет. Камень идет. Камень? Ну да. 35-й. И 43-й. Ну о, уже выше. Камень нам тоже нужен. Если мы найдем камень большой, это уже можно рабов обгородить. И 70-й найдем, это уже победа. Да. А рабов, да, надо обгородить, но, блин, как бы, время прошло, как это все отстроить. Не, ну если камень мы найдем хороший, нет, я могу, вот для рабов, Андрюх, пойдет 62-й, 67-й, вот такие вот. Не знаю точно, надо согласовывать всё это. Ну ты строитель, ты тогда узнай, пойдет такой, нет, спроси. Мне кажется, пошло бы. Потому что рабов бы никто бы там стены им не пробивал. Рикошетами и их грядки там, которые будут расти. Ну да. Хватит. Они сразу Вот. будут бить. То есть можно тогда ту, которую я выдолбил, там почистить чуть-чуть, вот эту середину, да. Там, глядишь, за этими, может быть, и камнями и гранит хороший есть. Вот. То есть надо сегодня с Владом поговорить, ему спросить, как, чего, обсудить с офицерами. Вот. И тогда какая разница? Там тоже надо строить все равно. Правильно? Ну, просто гранит этот сыпать-то некуда. Куда его сыпать? Не хватает телеги 2-3, наверное, скорее всего, камни, собственно. А в принципе остальное там все есть. Только камень и все. И он там зайдется и заделал, поставит стены, вышки и все. Ну, надо и делать с камнем. Вот смотрите, такое расстояние от рабов и до живодерки. Это вот расстояние. Здесь рядышком можно вымостить площадочку под боевой этот пост. Такой случай. Угу. Это ты не мне говори, надо говорить Владу. Не, вот там насмотрелся бы, там площадочка под него сделана. И внизу еще ворота. Потому что народ спуск, который идет один спуск налево направо, там ворота. Мы закрываем и все. Идите, ребята, объезжайте на ту сторону. Вот уже 43-й камень идет. Хорошо, когда увеличится очень. Если он будет по 5 единиц увеличиваться. 43-й и 35-й. То есть он уже как бы растет. То есть это хорошо. У меня 44-й. Это ты дальше, я просто там уже прорыл дальше. За это вот я 44-й. Вон Саня еще один пришел. Привет. А это Саня Алих. Можно так тебя называть? Алекс. Саня Алекс. Наш кузнец пришел. Да, кузнец пришел.
Саня, я узнал, как гвозди делать высокого качества. Я уже сделал вчера. Там надо выплавлять, да, и когда выплавляешь, там выбирать, короче. Что там? Я вчера уже понял, пока выплавлял. Ну да. Я вчера сделал 90 каких-то там гвоздей, листов, 90 Делай, делай. приколов. Можешь сейчас делать кучу всяких гвоздей. 190 и прочь, ой, то есть это качество? 91 качество листы. А я думал 190 качества гвозди сделал. Думаю, нифига себе. Какой у нас кузнец. Читер. Игру даже переиграл, уже качество стало почти что под 200, думаю, ё-моё, про себя. Тут, наверное, и 200 качества есть. Чем мы тогда мучаемся? 80-е какое-то ищем качество. 90-е. Где? Вообще, Сегодня Если хочешь посмотреть, что интересного, все на стриме. Там драки были, нигры приходили. Да, ты чё там, блин. 36-й прям. 5 часов стрима уже провел, 5 часов. Ой, я упал. Ты чё меня валяешь, а? Это ты сам подсказал. Валяет меня, блин. А с кем дрались-то? Что за драки? Ты пошутил, ты поверил, ё. Я думал, может... Это вчера. Это как у меня был в Архиже один подписчик, и он просто бубнил и бубнил у меня в чате. Он мне иной раз надоедал, вот. Разные вопросы придумывал, блин, и постоянно у него вопросов очень-очень много. Я ему сказал, он там какой-то вопрос задал, я говорю, вот там у меня роликов вроде бы тогда было 120, что ли, или 130. Я говорю, где-то в них есть. Поищи, пожалуйста. Нет, он пошел. День-два его не было, тихо в чате, блин. Вот. Потом появился, говорит, нет, да ну, это 100 штук смотреть, они у тебя там по 10 часов, по 12 часов. Это нереально. Ему тебе все равно заняться нечем. Говорит, нет, это нереально найти. Я говорю, ну... Вот. А я так не вспомнил. Я ему другую так это придумал, так что говорю, там вот есть внизу под стримом, вот, ссылка на донат. Вот, ну, можно, там 50 рублей стоит, можно добавить нулик, и я тебе тогда отдельно покажу специально на стриме. Вот, как, чего и зачем. Вот, и, то есть, персонально сейчас брошу все свои дела, которые мне надо делать, вот. Не, он не задонатил. Не, он задонатил не 500 рублей, а 50 вроде бы, я уж не помню. Я ему часть показал, говорю, ну мне этим некогда заниматься, тебе показывать. Мне надо паки вывозить с пугала, ё-моё. Там как раз Мирка была, да? Ну... Ну, финалка опять скины продает. Все, они болтают уже через чат в Дискорде. Кто-то смотрит нас? Да, смотрят. Конечно, кто смотрит. Смотрят, это 100% смотрят. Знаешь, я иной раз
это, такой раз, проходит 6 часов, да, ну там 6,5, такой, что-то народу мало, 3-4 человека сидит, и бац, смотрю, сразу увеличивается 12-15. Они просто, у них, может быть, знаешь, как они в что-то играют, да, вот, возят там паки, в Архейже, например, вот, и у них, видимо, она отстает, и у меня нету, то есть их не проявляется, что они меня смотрят. Но они смотрят. Просто у них может быть там откат 2-3 минуты чуть-чуть назад от того, что идет в прямом эфире. Ну. Так, ну куда тут долбить убежали? Тут налево. С левой стороны новый шахт. Кто слышит, это шлепает. На стрим зайди, посмотри. Да, я уже здесь, в чем меня останется. Мы здесь долбим. Кто где долбит-то? Не там долбите, Хилка никому не нужна? Нет, Никто себе ничего не сломал. нет. Кто где Бывает, долбит? там еду. В смысле, Впереди вижу те шахты старые. что добывать? Ничего, просто копаем и копаем. Ищем более крупный, или камень, или гранит. Короче, нужно камень или гранит 80+. А лучше 90. Как тут низко все. Лучше 90. Возьми гасика. В телеге кидаем или сыпем куда-нибудь? Сыпем, прям выходим на землю. Сыпем. Немножко плохое качество, сыпай. Попал. Я сейчас этому или докачаю шкалу на кузнеца. 38-й вот оцениваю качество, сколько добывает. А добывает 47-й. 47-й даже есть. 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 Блин, у меня он молится, когда, блин, он так болтает, это жесть. То кальму-то надо качать, а я все забываю. Откатится, вроде день новый. Каждый день. Новый день. Один раз можно, да, в день? Сутки. Игровые. Игровые или реально? В сутки. Какие сутки? Игровые? Да, даже да. Нарыли тут. Давно. Игровые. Нарыли, ничего. Мы ищем. Нарыли, что сделаешь? Ну что, дядя, сколько у тебя там за закупку опыта дают? У меня? А у меня некуда удар качать. сколько тебе дают? Что дают? За удар опыта сколько дают?
Не понял. Опыта за удар киркой тебе сколько дают? Ой, а у меня полный, и у того, и у этого. А, ты уже забил себе шкалу? Конечно. Я уж с утра тому накачал, там 1250, наверное, надо было. Вот, и этому уже 200 тысяч. Я же с утра играю, уже вон 6 час. Нет, ты еще до этого играл 2 часа. Я 7 часов играю. Ой, с 8. С 8 часов по Москве. Я 2 часа играл без стрима где-то. Я его вроде бы в часиков 1, что ли, запустил. Девятый камень. Меньше, что ли, пошел? Ну да, пока да. Ну давай туда, туннель пророем все. Наружу? То какая разница, реально? Ну хочешь в другом месте, куда? Иди. А я пока что туда буду рыть. По очереди. Они бы вот сказали бы добро по поводу вот этих вот рабов, им делать каменный забор. Тогда мы могли бы на моей шахте там выбирать камень и его сразу обтесывал бы, я стоял. Чё ты, у меня 48-й идет камень. И 39-й. Ты где там роешь-то? А? Там же. Да. Не знаю, что ты там за камень роешь такой? О, видишь, до гранита дошли. Какой гранит? Знаю. 40-й. А в кармане какой будет? 49-й и 40-й. О, это хорошо, что до границы дошли. Я говорю, вперед вот так вот рыть. А там потом посмотрим, куда уходить. Видишь, вдалеке там уже дорожка, короче, с камня, с гранита. Да. Сейчас к американцам так дорожку и проложу. К американцам так дорожку и проложим.
На удивление, столько камня прошли, и гранит начался. Ну, наверное, 6-7 прошли. Может, Ну повезет. да. Прямой туннель. Ну да, вот туда рыть, пока что дырку не сделаем. Не, оно получается, мы под скалу идем, мы никогда наружу. Мы под скалу. Почему? Выйдем наружу. Что ты взял? Не, если прямо нет, только вверх выше. Не, прямо выйдем. На другую сторону скалы. Что ж, не выйдем, что ли? Вот если этот надо человек 5 штук копал. О, Шесть. а куда спешить-то? Качать-то надо, твинов-то много. А чё мы вдвоем копаем? Еще втроем. Ни хрена себе вдвоем мы копаем, а я тут что делаю? Я даже связик копает немножко один. Да, ты у меня негр, кажется, мне баг какой-то. Щит черный, морда черная и черная. Волосы рыжие. Негр пришел. Негр с рыжими волосами. Все-таки мечта исполнилась, дядя Саша. Пришел негр. Негр пришел, да? По солнцу высоко, да? Так он зеленый, ё-моё, это наш. Это не тот негр. Должен прийти. Белый должен прийти негр. А этот зеленый. Это неинтересно. А лучше красненький. Даже людям тут есть, нужно покачаться, а нету негра. Кого Да, поколотить? я четверть опыта уже заполнил. Я не заходил этим героем. У меня ювелирка уже не качается дней 4. Вообще. Ну, героев много. Не могу Да ну сказать. быстро, вот на этой как бы руде, Да, наверное, самое быстро прокачивается. да, на руде вот это вот копать, засыпать что-то. Вот. Нет, на руде тяжелый труд. Ну тяжелый труд, но зато прокачка хорошая идет. У тебя опыта сразу прибавляется и все. Заходи на другого, тоже копай ему. И прокачка сразу. Прокопал, дальше опять. Да. А, слева, А справа, там и глядишь, мы золотой гранит найдем. 41, но справа-слева этот, блядь, камень. Нету, блядь, гранита. Только... Ну внизу-то гранит уже, видишь? Здесь власть лежит камни, а там, там гранит. Ё. Копаем. Так вот вперед и будем копать. А там потом посмотрим, что куда. Уже 50-й. 41-й, 50-й и 41-й. Понял? 50-й, 41-й уже пошел. Так что плюс есть. Вот когда он пойдет 75-й, это вообще тогда будет плюс, а? Не, ну что, 70-й уже. Нет. Это мы уже выкапывали. На другой шахте. Нам надо лучше 75-й. 80-й. Это нормально. Вот самое оптимальное будет 80-й. Слава Украине. Кракер. А почему Украине? Наверное, западные кто-то. Они любят кричать. Кракер Потемкин. Или Почемкин.
Печенкин, наверное. Печенкин, наверное. Скорее всего. Печенкин. Блин, иностранные эти ники. Вообще кошмар. Тахоми скоро не надо будет и добывать. Просто чуть-чуть прошел, набрал. Правда, качество горит. Печенкин, да? Мгм. Понятно. Крекер. Печенькин. Ну, кстати, крекера. Надо бы дядь Саша немножко крекера поесть. Я тут крекеры вчера купил. Не, вот за барышню заходишь, какая-то музыка там получше, чем здесь, блин. Здесь какой-то китаец там на дудке какой-то. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. А на барышне здорово, там... Барышня какая-то поет. Получше. Там Святик копает, где он там? Свой? Проход, что ли? Чё? Посмотрим. Святик что-то копает. А, тут пришел в сторону. Включить. И вот 54-й камень. Есть. 50. И 47 максимально. Пятик, ты этот? Хочешь с нами покопать или будешь там? Да, я пока здесь, вверх поднимаюсь. И чем быстрее, тем мы лучше качество. Ну да, смотри, я вижу там. Найдем там, будем там. Пусть копает, что жалко. Прокопал. Я уже 41. силу воли. Я уже силу воли прокачал почти 128. Здорово. А, это. Обложили. Все, парень попался.
сказать, третий лишний, да? Просто как раз не успел выйти и все зажал. 51 и 41 уже. Было 50. Ну, немножко лучше. Ну, это же тот старый куб еще. Не, вот уже новый. Новый. Третий. Наверное. Потому что там уже 2 куба с этими, как он? С гранитом. Выжил. Ногами. Был один вроде. Да, потихоньку улучшается. В принципе. Ну, туда и рыть. Вперед, вперед, вперед. О, а потом уже будет видно, где гранит побольше, то есть и можно влево и... Пойди. Так, дорожное движение на светофор ставить. А он мог тебе щитом толкнуть, кстати. Светофор надо ставить, короче, со щитами направо. А еще говорят, зачем ты тут экипировался? Вот для чего. Чтобы, если что, щитом пока. Если у тебя мечник 60, тогда только толкнуть. А щит сколько весит? Который его, наверное, килограмм 12. Нифига Или себе. 11. Нифига Да, себе. круглые железо. Вот мой 11. Там Это тяжело. целых 11 камней, ё-моё, можно лишние вырыть. А? А еще если сабелька тоже, небось, килограмм 11 весит, да? Уже, считай, почти что 30 подходит. Сачкуете, товарищ? Сачкуете? А карма у тебя нормально сделана или нет, Сань? Ты же раньше в каком-то клане был? Вот. Тебя из него как, выгнали или ты сам ушел? А, Алекс? Я понял тебя. Словами раньше. А, ну да. Выгнали тебя, как стал. Алекс? Нет, его не выгнали. Алекс, тебя выгнали из того клана или ты сам ушел? Там клан давно развалился, еще на Авалоне. А, то есть он просто... А, нет, штраф, ну, штраф тебе на карму прислали, нет? Нет, конечно. Нет, да? А что это мне бы прислали? Там гильдии уже не стало давно. Монумент рассыпался, и, как говорится, и гильдия рассыпалась там. И гильдия. А вы при этом не виноваты, получается, да? И вам ничего не пришло. Мне ничего не... Ой, я Так это и чё-то... было-то когда 1,5 года назад. Не думаю, что мне что-то пришло за 1,5 года. Ранение какое-то. У вас ранение. Кто лекарь? Это у меня ранение. А у тебя тоже ранение? Да. Кто Это лекарь? заканчивается. Ну это от кирки, я себе тоже По руку. руку. Я могу залечить, но у меня с собой бинтов нет. А, Да, заживи. лекарь, в шахту приди. Подорожник. Во, дальше пробили. Качество какое? Не знаю, сейчас выкуплю, скажу. 52. Если мы проиграем. 52 и 42. Ну, уже лучше. Так
Пока что в плюс идем. Так закопаем. В плюс же идем, в минус не идем. Куда мы это все дело сыпем? Мы просто дырки делаем в шахте. Это, я ничего не понимаю, зачем мы это роем? Мы зачем роем? Ищем качественный гранит. Гранит качественно ищем. И также камень Камень, качественный. да. А не проще его сакой, этой бармасакой? Нет, Ну, нет, не барбаса. проще. Она, вот было много ее, она уже кончилась. То есть, Бармасак? да. Ну так-то я чувствую, до хера гранита надо, чтобы его использовать по максимуму. Это столько бармасака надо. Что ты Нет, шумишь? уже. Ну, мы попробовали это дело и решили, что вот надо лучше поискать. Все равно качать твинов надо, опыта надо. Вот, заодно поискать, посмотреть. Да мы тут сейчас просто еще одну такую же гору насыпем, как Нет, позади такой нас. же не насыпем. Она вон у американцев. Вон, видишь, наша гора, что мы Я сыпем. Через 5 часов до Даху дойдет. Вот, Видишь, идет. вот. Пусть Она будет увеличиваться кверху. к американцам, пусть сыпется. Так, мы роем вперед или пока тоже будем? Вперед! Нет, пока что Гранит. вперед. Пока что вперед. Если на минус пойдет, то тогда можно уйти налево. Направо нет смысла. Мы в старую шахту вроемся. Ну, налево надо будет уходить. Там как раз Святослав, наверное, с ним встретимся. Роет. Вот. Случае вот здесь будем копать, вот туда вперед. Можно и сейчас копать, но только мешаться здесь. Не, копать прямо пока копаем. Не, пока что прямо, да. Может, мы полдня долбимся, а результата ноль пока. Ну да. Хорошо, что не в десна. Вторые. Ну что, кстати, со стрима-то еще к нему приходил? Че со стрима? Со стрима-то еще приходил что-нибудь? Ну Один вот, писал там. да он писал вчера, Виталий. Что он придет убить нас? Нет, один А другой? Нет, это тот же негр. И вчера негр был. Что за негр? Ну, Он- вот такой В ник. смысле, ник у него негр, что ли? Ну, такой ник у него. Я его негр прозвал. Сейчас я тебе скину, покажу, какой ник. И что он сказал? Он придет в гильдию вступить? В гильдию ПВЕшников, что ли, пришел человек? Вон какой ник у него. Болталки я скину. Канал 0 подписчиков. О, когда создан, не знаю. А, ну понятно. Ну каких солнце еще высоко, ну. Так он, у него, смотри, он сначала одним, я его забанил. Вот. Проходит Что время, ты он, его видимо, забанил? но, да, я его забанил. Первого. Вот. Он, вот первым он написал, что, сейчас я скажу. Мы идем к вам, вы будете жалеть, что ваша мама вас родила. Чего? Так это школьник, наверное, какой-то. Ну, Просто я не стримит знаю, и в игре даже в игру знаю, даже не играет. не знаю. Вот. Это чё? А Вот он второй раз он зашел, твой маман, ну, дальше я не буду читать. Будет Ну, это просить школьники. о пощаде. Да это школьник, я тебе говорю. Это ж по-любому школьник, который какой-то сидит, он, мне кажется, даже в эту игру не играет. Да, он смысл игры даже не знает. Идем к нам. Да
Так у него вчера задавали ему про игру вопросы, он на них даже не ответил. И Он не знает ответ. конечно, он молчал, он просто исчез и все. То есть он скрылся. Он такой, наверное, а я сейчас их напугаю. А сегодня, видишь, он вернулся опять. Слышь, что говорю, он вернулся опять сегодня. И я уже, вчера я его не забанил. Думал, ну может одумается человек. А сегодня уже все, в баню отправил. К девочкам. Че, школьники-то, что, друг? В бане с Венечком парятся, пускай там парятся. Если хочет. Человек, ну хочет добровольно. 43-й. Уже лучше, 43-й идет. Пробили. У меня 52-я. 53-й. Кто там, мама, кричит? 44-й направо, 43-й прямо. Короче, у меня идет прямо 53-й и 43-й. Ну да, у меня также 53-й, 43-й. Роем прямо, пока что плюсы идут. Если так мы вырастем, мы согласны 100 пластов прорыть, но главное, чтобы был 85-й. Мне еще 100 тысяч надо на себе настучать опыта. Ну, вот как раз. Глядишь, 100 тысяч настучишь и получишь 85-й гранит. Вот, и будет тогда вообще замечательно. Резко подгоняем телеги и возим его к себе туда ближе. Так, мы в сторону нашего замка, да, копаем? Ну, наверное, я не знаю. В сторону рабов мы, наверное, копаем. Сейчас к ним выроемся. Скорее всего. Ну, выроемся. Назад вернемся, выберем где-нибудь посередине. Будет вход на той стороне. А через шахту можно на лошади проходить? Нет. Она ж большая. Ой, мать. Ну вот, если вырыть на телеге туда вот заезжать можно, нет? В шахту. И шахта А вот будет... это напротив, это враги, да? Вот это. Ой, враги, говорю, эти... Американцы. Американцы. Да. А враги, они где-то там за морем. Нет. Ловить его! Кого ловить? Кого ловить? Кого ловить? Это Алекса, он черный. То есть его ловить надо. Все, Алекс, тебя ловить уже начали. Чем меня ловить? Я никуда не убегаю. Виталий, можно нескромный вопрос? А сколько девочке лет? 6. 6, маленькая. Ну да. Она и большая вообще-то. Посмотрит и пойдет. Маленькая. Ну, Я не по крайней мере, у меня как бы... Нет, у меня есть меньше, то есть вот у племянницы, у ней годик, наверное, с чем-то. Или около годика. Около годика вроде бы. Вот. У племянницы. Она все хочет приехать с маленьким ко мне сюда. Ну, ей ехать на электричке, если, то где-то около часа. Но я ей запрещаю, говорю, не надо ребенку застудить, еще не дай бог продует. Вот. У ней, которая вот парень, да, вот. Он вроде бы машина есть, но у нее некогда с работой. Вот, ее отвезти сюда и назад туда привезти. Ночью. Не, ну ты чё, ему же на работу утром, как он-то? Он же не каждый день. Они собирались на выходные приехать, когда я был на речке, вот. Ну так и не приехали.
Если бы я видосов побольше делал на речке, тогда, может быть, и приехали бы. Соблазнил бы их этими видосами. Они сказали: дядя Саш, мы к тебе в лагерь хотим. А что там, флаг большой стоял, ребята флаг привезли. Там здорово было. Да, теперь зима. Но я на следующее лето, я надеюсь, что на следующее лето я уже так прикинул, задумал, ну, может быть, получится. Ну, не знаю. Лодку вот, надо купить лодку и и тент, это считай 20-ка. Вот. Остальное у меня все вроде бы есть. Но еще тоже надо купить будет какой-то аккумулятор, чтобы от солнечных там батареек заряжать. Что-то такое подобрать. Потому что этот, как его, Паттон, или как он называется, ну, который этот аккумулятор. Заряжать, чтобы телефон, там, камеру. Его-то как-то мне надо будет заряжать. Вот. Я думаю, где-то посмотрел, там 7-8 тысяч вроде бы стоит эта солнечная батарейка. Чё вы стоите-то? Я так и не понял. Я кушаю. Одно качество улучшилось. Я так и не понял. Я думаю, чё стоят, чё ждут? Вот. Я лично кушаю стоял. Надо выходить. 54. Ну что, вы тут? Конечно, тут. Вот. У нас уже в полку прибыло. Все копай. А как же? А как же? Копаем. Уже ребята уже всех своих твинов позабивали опыта. Стоят, прохлаждаются. Ну, наверное, да, походу. Стоят. Уже змеи кусали. Вот. Ранение получили. Вот. Что дальше ждет, не знаем, не знаем. Но мы в другом месте, Валер, копаем. То есть, как бы, чуть-чуть ушли от старой шахты, да, сюда, и решили туда вперед покопать. Ну, заодно, вон, Виталька всех твинов своих прокачал. Опыта понабирал им. Вот. Сань, наверное, тоже сейчас будет прыгать на всех своих твинов. Копать. Да, у меня даже кузнечка. На кузнечке я сам там. В кузнечке я покачаюсь. Нет, ну а твинов-то? Я про твина я говорю. Вот я же сейчас твина качаю, но он у меня не кузнец, он у меня травник. На траве там делать нечего. Да, горный. А че тогда я травника качаю, ё-моё, Там это же хиллер. Травник. Вот и мне тоже дали задачу качать травника и хиллера. Не знаю. Это хиллер. Травник это хиллер. Ну вот, и мне тоже намекнули. Правильно. Я бы лучше бы строителя качал. А хотя строителей у нас, наверное, полно. Да. И чё б ты строил сейчас? Просто бы сидел, ничего не делал. Почему? Так все построили. Ай, я вылетел походу. Нет, ну да. Краш мост. Красный, что-то. Голову задрал и в потолок идешь. Да? Пока что зависло, ничего не отвисает, я ничего не Да, трогаю. нет, там сейчас у тебя уже краш, по-любому краш. Звук был. Это ж- То есть звук был, наверное, крашнулся, скорее всего. Сейчас что-нибудь выдаст. А ты жми на экран, оно вылезет. Да и грузится, когда этот синенький кружочек грузится. Ну вот это вот значит, что сейчас у тебя вылезет. Чем больше будешь жать, тем быстрее. Ну, Да сейчас, куда? Завершить процесс. Исчезнул. Исчез я, да? Ну,
Но она ничего не выдает. Так черный. Но она уже крашнулась, а ты все еще ждешь. А я откуда знаю? Она ничего не пишет, ошибок-то никаких не выдает. Сейчас что-нибудь В сделаешь? игре тебя нету. Тебя нет в игре уже. Нету? Да, Нет, Ты это ее, вы- значит, через этот, я его сейчас, через диспетчер диспетчер задач, да, выключу. А какая лаунчер, это что? Ну, это запускается игра через... А клиент, программу. это вот это как раз загружено, наверное, да? Мгм. Вот я ее, вот точно снял ее. Ну, сейчас перезагрузим. Сейчас перезагрузим. Сейчас и Steam Плохо. перезагружу. Потерпите, ребят, черный экран будет. Ну, краснулось что-то. Плохо то, что по одной единице улучшается. Только, а не по 3. Ну да. По одной единице, да, есть улучшение. но по одной. Плохо, плохо. Ну, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Потом раз сразу на 20. Виталь, сразу на 20. Раз, и все. Ну, на 10 бывает. А, на 10 самый большой может сразу, да? Да, может прыгнуть. А может один пласт дать 100, да? Качество. Ну, обычно там по 6. Точно, что-то скачалось у меня, когда включал, перезагрузил Steam, короче, и когда вот эту штуку включал, лаунчер, да, вот, оно что-то там обновлялось, бегала вот эта красная штучка, что-то обновляла. Что это там пишет все? А у Рафта пишут. Я думаю, где ж у меня пишут-то, ё-моё. Надо выйти из Рафта. Нафиг. Кино не будет. 45 качества. 40. Все, понизилось так сильно. Слушайте, а что у нас откуда такие скриншоты страшные? Мгм. 45-го, да. Кошмар, на 9 минус съема ушло. Тогда влево или вправо? Вправо нет смысла, влево надо уходить. Чуть-чуть. И потом опять так же продолжать. Влево пройти пару-троечку пластов. Вот. Посмотреть, что там, как, улучшается, нет. Если улучшается, так вот и идти туда. Прямо надо одну. Прямо выбьем еще. Ну, смотри сам. Да можно до конца идти, нам без разницы. Там, если даже камень пойдет, и камень нужен. Так что... Сбегайте карками. Тушмур какой-то. Чар. Тушмур чар. Тушмур чар. Я полная. А рано что-то это прибавилось, что ли? Вот она гадина, а?
силу воли тоже надо качать. Вот у меня, у этого персонажа, мне больше всего надо силу воли качать. То есть, а когда высыпаешь на землю, оно качается. Потому что я этого хочу, чтобы карман был большой, остальное нафиг не нужно. Пока что. Вот силу воли надо прокачать. Ну, собственно, у меня опыт забился на этом чуваке. Перезаходи на другого. У тебя же там Понятно. третий есть. Пойду за кузнецам. Не, ну, а еще третий у тебя есть? А у меня там все прокачано, мне там даже забивать нечего. А, вот что. Тогда иди за того, где есть забивать. Я пойду то, что нужно, а нужно А щас- ты посмотри у себя в этой, может быть, тебе билетик какой-нибудь дали? Если он есть. Я посмотрю. В магазин там уже, когда в лаунчер вот этот включаешь в стиме, да? И посмотри, в инвентаре у тебя что-нибудь есть? У меня есть сапоги какие-то в инвентаре. О, Скин. о, блин, у тебя там даже скин есть. О, Это скин на сапоги, ну. вот, попробуй одень их, то есть... Это на простые сапоги, у меня нету простых сапог. Так одень простые сапоги, ё-моё, зато скрин будет красивый. Бегай в простых сапогах, да? Да, простые сапоги у тебя со скрином будут, будешь всем хвалиться. Ну. Да, точно. Было бы чему. Смотри, какие у меня сапоги. Да, у вас таких нету. Индивидуальный заказ. Это как у меня это Твинг, да, в Архейже. И купил я ему птичку. А птичка это стоит достаточно очень дорого в игре, да. То есть ее даже некоторые делают, эту птичку, да, и продают за реальные деньги. Достаточно много получают за это. Вот. Ну, я таким не занимался в игре. У меня как бы интерес был все иметь. Ну, естественно, не на одном аке. Я старался старался всем уделить внимание. И то есть, вот я когда кто-то смотрел меня и увидел, что у меня у Твина птичка, они говорят, да, Архейдж совсем уже все. Даже Твинам покупает птички. То есть типа такого говорили. Я говорю, а чё? А начиналась игра классно, Архейдж. Нормально, такая типа ноу-хау, так подобных не было. Кто, Арк? Когда начиналось? Архейдж? Архейдж, да, ты чё, там бегали. Там же свои дома, там кирпичики копишь на этот дом. Да, сам добываешь этот кирпичик, даже и не думали покупать этот кирпич с аука. Сам добывал, да. Да, сами бегали, сами добывали, даже и не думали об этом. Это уже потом пошло, какая-то 3.0 что ли вышло вроде бы. Вот, уже эти части пошли, уже с аука все скупали. Если у тебя нету горняка, вот, все, лесника нету, на аук залез, купил, вот, и все, так выгоднее было. Выгоднее, если ты торговец, паки навозил, деньги истратил на камень там или это, то есть... Все, кирпич. Да. Кирпич. Ведь надо отсюда уходить. 45-й. Какой это? 45. Давай вот здесь вот лучше рыть с левой стороны.
Вот, да, первого Можно кирпича спросить? как гранит. Сейчас. Зачем вы закрываете замковые ворота, Это привычка. если у видимо. вас и стена недостроена? Вот. То есть, мол, максимально неудобно, да? А чтобы ты не в всем эту не дырку рассказываешь, залазил, что там стена недостроена. Ты зачем палишь такие вещи? да как бы она внутри Санька, мы периметра, тебя поэтому Алекс, всё мы равно тебя это- вызовем на эту, как информацию, чтобы с тобой провели, блин. Ты зачем? На шпиона смотрят, ты чё? Американцы. Ага, ну, Американские, ты чё? русский учат. Ташмирчак, да? Ее. Да не, кино-то будет. Просто она что-то начала барахлить, игра, они патч, наверное, вчера что-то выпустили, чуть-чуть обновление, и, видимо, что-то не так Что, будем сделали. копать в сторону или как вот это перед камерой? Сейчас я покажу, подожди, я иду. Я иду. Там прям вот в левую сторону, короче, по левой стороне, до камня, первый гранит. Вот здесь, вот, давай. Давай. Вперед туда, Давай, в да, сторону Святослава копаем. Вот, а там посмотрим. Святослав не там. А где? Он в ту сторону, на противоположную стороне. Он в ту дырку Он не сюда. бегает. Он в другую сторону ушел. Там он камень ищет, камень тут. Я был. Пойду посмотрю, что он там нашел, какую камень. Пошли покажешь, где он. На левее там, короче. А которого там рыли, он там роет, тоже Ну он туда. туда, где второй выход, он туда и ушел. Вот, смотри. Смотри, как он. О, фига себе. Что-то он какие... бросил. Смотри, куда ушел. Он до гранита дошел вверх. А какой уровень гранита-то? Не знаю. Факт, что гранит. Почему бросил? Наверное, выносить пошел. О, 62-й гранит, слушай. Видишь, шахта над нами. Показывает? Вот, если вот где я стою, по мельтеши, над нами шахта. Какая Буквально шахта? 3. Какая шахта? Старая шахта, старая. Вот тут типа баг, я вижу, короче, в тоннеле выкопанный шахт. Дай-ка, уйди-ка. А у него тут, по идее, это 62-й. Не, я не вижу. Короче, туда выше над нами. Шахта. А он сейчас, Святослав, ты куда, вперед копаешь? Вверх? Вверх копает. Да. А мне кажется, лучше вперед, у тебя пласт, если вышел этой штуки. Внизу и вверху камень. Вот так вот лучше тебе вперед и идти. Ну там смотри сам. Потому что у тебя уже 62-й ты докопался, да? Там, глядишь, может быть и 80-й будет. Куда копаем? Вверх? Где его этот? Давайте вверх, а потом уже прямо. Ну ладно, вверх, а там если что будет, будем смотреть. Опять мы Не, ну вы тут шахта катаете. вверху. Виталий, вы тут копайте, а мы там будем копать. Давайте, может здесь тут качество лучше сразу. Там никак. Хотя, ладно, копай иди туда, Саша. Мы здесь. Мы тут, а вы там. Вы Алекс, вокруг- наверное, уже ушел. Куда? В смысле, я в кузницу ушел, я уже в кузнице. Куда ушел? В кузню. Ну вот я же говорю, он ушел. Я тут один буду потихоньку копать, а вы там копаете. Если найдете большое качество, тогда надо подгонять будет телеги и уже сразу это туда возить, и пускай Влад это
Или Мы находимся над старым месторождением. Тут рядом шахта, прямо старая, я вижу. А я тут в бок пойду и буду копать. Там посмотрим. Я в сторону нашей базы пойду. И посмотрим. Куда полежки все делись, которые были возле кузни в теле? Никто не в курсе? Не. Наверное, они все в складе. Походу. Что-то мало. Кошка чувствует, походу, что скоро хозяйка приедет и уже хулиганить начинает. Если она специально хулиганит. Ну, мать должна вот сейчас как раз уже выехать оттуда, но она где-то в часиков 7, наверное, приедет, может, чуть пораньше. В 7, наверное, пол-8. Да на это, двоюродному брату на дачу уехали. Там они в Ульянина сажают огород, 6 соток ее. Говорит, за грибами ходила, там грибов набрала. Но мало грибов. У меня тоже здесь мало грибов. Я ходил. Да, с грибов тоже много. У меня тоже рядом с домом мало грибов. Вот. Я знаю, где есть грибы. Где есть грибы. Но, блин, что-то я побаиваюсь ехать один в лес далеко от дома. Этим в деревне некогда. Занято. Так. А ты чего не поехал помогать? Что нам по кузнечке нужно? Гвозди, что еще нужно? А, гвозди. А высокого качества или какого? Ну, конечно. А что там помогать на 6 соток? Ну как высокая? 80 плюс. Сделай пластин обычный. Полосок. Полосок? Хотя, не делай. На арбалеты надо 90 плюс полоски, а так пофиг. 90 плюс полоски получится. Ну, сделай. Говорю лучше. Только надо руда просто нормальная. Но я посмотрю, как следки будет. Там руда, я просто сейчас одну телегу переплавлю. Тут что-то 77-я, 73-я, вот это все. Да просто гвозди делай. А если тебе руда большая нужна, там зайди у этих, у рабов, этот возьми, как его, богосом, или как он называется, лучше эту руду. Да не надо ему руда, у нас есть хорошая. Что ты взломаешь, Мария? Ваку, на стриме Ваку не поехал помогать, ну, там мне делать нечего. Там не такой большой огород, чтобы там что-то помогать. Вот. Они там понемножку сажают все. Она сама. Это ей дома надоело сидеть ее, она вот решила ездить. То не ездил, а этот год решила туда ездить, на дачу. А помогать, ну, земля чужая, не моя собственность. Вот, смысл помогать. Вот.
По поводу того, что там вырастет, да, ну, я думаю, лучше купить в магазине. Там много столько не вырастет. Меня выкинуло. О, всех... Это зараза пошла, дядь Саша. Я вас заразил. Какой ты хороший. Зараза от дядь Саши пошла. Дядь Саша первый. Нет, кто-то у нас крашнулся первый, кто-то другой. Ну я... А? Я в игра вылетел. Сейчас вылетел. А до этого у кого-то крашилось, вроде бы кричали. Тебя. Нет, не у меня, еще до меня было. Я это помню. У меня кажется. Вот, вижу, Святослава началось. Вот от кого пошло. Это давай уже вчерашний день вспомни. Как Нет, 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 нет. Вчерашний это вчерашний, сегодняшний. А то скажут, от дядь Саши все заразились. Так неинтересно. Дядь Саша только может заразить какой-нибудь игрушкой. Я вот в рыбалке, ну, человек 30, наверное, заразил. Вот. Рыбалкой. Рыбалкой. Ну и я стримил русская рыбалка 4. Но я человек 30 со своего канала туда утащил. Заманил им. Они с удочками сидели, рыбу ловили. И какую рыбу? Хорошо. Да. Вот прияли бы такую ловить, это было бы вообще. Мне знаешь, какая игра нравилась? Есть такая... Есть такая программа, короче, как крабов ловят на кораблях рыболовецких. Игра... Discovery снимали. Сейчас документальный. Сейчас скажу. Вот, она у меня есть, наверное, она и есть. Сейчас скажу. Игра вышла тоже, да, поэтому я играл тоже в нее. Там корабль, короче, минимальный двигатель, там слабый. Там как сети у тебя, да? Такое. Нет, там клетки, крабов ловят, камчатский краб и еще какой-то клетки. Нет, это, наверное, не та. Сейчас я посмотрю себя. Подожди. Блин. Была у меня какая-то игрушка про эти вот крабовые. Только я название ее... Крабов ловишь, игра такая есть. Там и крабы ловить, там, короче, разные суды. Надо, пока что не прокачаешься и не сможешь купить другое судно. Вот, там Ну да, мало... там зарабатываешь деньги. Да. Там начиная с простой лодочки, короче, потом идет чуть-чуть другая лодочка с сетями с другими. То есть такое. О. Есть у меня. И вроде на канале я ее стримил. И не раз. Я не помню название. Потом некогда было ей заниматься, то есть Архейдж подсел, то есть я в Архейдже долго был. Ну как долго? Я просто себе задачу поставил, и я ее выполнил. Много сундуков пооткрывал ее, 300 штук аж даже за день. И такое было. Где-то на канале есть там. Час 20, что ли, час 30 я их открывал. Че сундуки на арче? А я не помню на чего. Глайдеры, наверное, хотел вытащить. Я уж не помню, но я знаю, что мне ничего не выпало, короче. Истратил кучу жетонов. Вот. Я же донатить не могу, Виталий. Вот. То есть я зарабатывал на жетоны, у меня лежало жетонов 100 штук, что ли, с лишним, 120, что ли. Ну. И вот я решил там штучек 70 взять и попробовать счастье в сундуках. И в сундуках я только оправдал эти жетоны. Короче, то и на то и вышло.
То есть все, что вещи упали, их продать по тем ценам, которые в то время было, да, и, короче, я это... Ворачивал бы свою. А еще другая тематика была. Смотри, там акции такие были. Короче, я покупал жетоны, да. Вот. Надо потратить 3000 кристаллов. То есть на 3000 кристаллов что-то купить в магазине. За это давали подарки. Вот. И очень-очень дорогие подарки. Вот. И я, короче, покупал кристалл, это жетоны, да, вот, и себе делал кристаллы, вот, из этих жетонов, да, вот. И покупал эти, короче, из расхода, ну, покупал на 3000, да, вот. Вся, ну, которая ходовая, я в основном Сиоли брал, потому что оно ходовое, оно и мне надо, и продать можно, то есть Сиоли брал. Вот, и все, и получал в корзину свою подарки дорогие. Правда, я их сразу не продал, я их оставил. Зашел через 5, что ли, или 6 месяцев, я продал эти вещи, ну, где-то 8000 рублей мне дали. Где-то так. За эти вещи. Я их продал науке, они дорогие были, потому что их уже нету там в игре. То есть они кончились. Вот. Я их продал за дорогую цену. Вот. А голд получил, купил жетоны. Жетоны тоже продал, но только уже за реальные деньги. Такое. Как выводить реальные деньги, через что? Друзьям. Они донатят. Зачем им донатить, если жетон, например, да, вот я по 100 рублей один жетон. То есть вот так вот и посчитай, сколько он экономит. Нет, ты говоришь за реальные деньги. Как выводить их с игры? А зачем с игры-то выводить? Он мне сразу кидает, а я ему просто в игре жетон отдаю и все. Я понял. Он так бросает. Штука жетона 100 рублей. И все. Но только друзьям. То есть с тем человеком, который я играю, я в нем уверен и все такое. Кстати, я прямо дорогу сделал. Какую дорогу сделал? То есть вот так вот. Так в Архейже-то все сидели в основном, почему следили у меня на канале, как я паки вожу и где я бабки зарабатываю, понимаешь? У меня такие зрители-то и были, которые торгуют игровую валюту, понимаешь? Понял? Мне, Виталь, даже вот эти, кто продают с тех сайтов, да, игровую валюту. Куда вот. Копаем? Вот. Вверх. Вверх? Да. Потому что это 73-го качества выпадает. Ага, хорошо. Как только качество нормально будет, сразу уйдем, будем сыпать туда дальше, а то оно вниз сваливается у нас. То есть туда к основной куче придется, наверное, бегать куда-то поближе. Присадка есть? Кошка так слушает внимательно, что там говорят. Мне даже это, Виталий, предлагали, короче, что это, рекламировать вот этот сайт, где продают игровую валюту. Ну. Правильно, так и зарабатывают стримеры. Нет, а я отказался. Я посчитал, никакие деньги мне не нужны от этого сайта, да. Я своего подписчика не хочу наказывать. Потому что за это бан можно получить. Понимаешь?
В игре запрещено покупать у кого-то игровую валюту, потому что люди, кто вот этой пользовался штукой, им и штрафы присылали по 100 тысяч голды. Вот, то есть ты представь себе, вот. А за что? А за то, что он купит там 20 тысяч голды, да, а штраф придет 200 тысяч. И что лучше? Вот так вот. Это нарушение игрового процесса. То есть такое. Так что... Так, ну чё, стрим не смотрит никто, надо это... Сворачиваться. Сворачивать его нафиг. Так там одно и то же, видимо. А чё там Да, одно и то же? да. Ну, копание, да и все. Ну, что, весь день ты в шахте. Нет, а люди... Ты знаешь, некоторые смотрят не ради этого, они слушают ушами. Ушами слушают. У меня есть один подписчик, который на одном компьютере работает, на другом компьютере смотрит дядь Саша на стрим. То есть и такое есть. Так, тоннель вверх копаемся пока, да? Да. Так а чё? Так и не сказали, что за страшные скриншоты у нас в Дискорде? Не знаю, кто это, что там, скриншот. Я уж заблудился тут, нарыли. Много скриншотов стало. Это у нас или где это? Ну, судя по всему, что там это не у нас. Где ты увидел скриншот-то? В этой. Что тут? Разведка. Потом расскажем тебе, Алекс. Ты на стриме не пали там, что у нас там лежит, ё-моё, в Дискорде. Так я ничего и не показываю, поэтому и спрашиваю, Ты что показываешь, ты говоришь. А что это? Тебе не ответят по-любому, потому что это стрим. Ты можешь спуститься ниже там куда-нибудь, вот, и там спросить, и тогда, может быть, тебе скажут, что это такое, вот, и с чем ее едят. Вот. Эх ты. Такие вещи. Ведь же, что такое разведка? Ты знаешь, что такое слово разведка? Конечно, знаю. Ну, глупый вопрос задавать. В Дискорд и скажи, у кого мне спросить? У человека в АФК? Или... Почему в замке он Юрич сидит, ем? Ну, он не с этот. Сидит, но не сидит, короче. Ну, не знаю. Можно зайти туда и спросить. Прыгнул в комнату, кто здесь? Слышишь эхо просто. Свое. Короче, тебе может не ответить сразу. Да, он может сразу подумать, а потом ответить. Вот, и такое может. Мне кажется, человек просто отошел куда-то, он может вообще там спит уже. Не, навряд ли. Спит, он работает. Так ты же говорил, ты стрим выключил. Нет, я не выключил что-то. Если бы я выключил, я ниже перешел бы в шахту. Надо сворачивать его. Надо. Сейчас еще до 6 постримлю и тогда буду. А то что-то зрители Потом проснулись. расскажешь. Зрители проснулись.
Блин, здесь ремкомплекты лежали, где ремки, нет ремки? Дядь Саша взял. Типа как про разведку разговорили, да, сразу зритель. И говяжий бульон тоже забрал. А я что-то там валяется, думаю, не нужно, наверное. Думаю, как раз у меня кирка сломалась, надо отремонтировать. Святик, ты здесь? Хотя, я, наверное, типа... Ты пойдешь дома дела делать, да, Виталик? Ну, мне надо, да, робу сбросить и, наверное, надо найти. Я уже прокачался, почти полностью миллион забил. Ну и иди, что ты? Это так на досуге для прокачки. Персонажа надо качать. Вот мне надо силу, воля. Какая разница? Там копать, тут копать, без разницы. Сейчас ребята соберутся, все офицеры, вечером. Надо будет спросить, может действительно начать строить эту, как ее, стены возле рабов. Там немножко камень вычистить. Хреново то, что мы не нашли гранита нормально, вот, понимаешь? Может быть, ничего. Ты там копаешь сбоку вот, в себя там? Да. Есть улучшение или так же? Улучшение. Угу. Не, 49-й, 39-й. Не знаю. Я что-то не заметил. Улучшение. У вас там лучше, я у вас там видел 62-й гранит. Да там тоже что-то не супер пока. Так. Да ладно, покопаем. Лучше бы, если гранит там не идет, какой нам надо, лучше бы, наверное, было тесаный камень, вот какой там есть, и рабам забор построить. Получается, полдня просто профукали. Ну да, да, а так бы у рабов забор стоял бы. Можно было бы так. Как нарвались на гранит хороший, хорошо, тогда на другой забор кидаемся. И все, вот так потихонечку и там вроде движется стройка. Мне еще качаться, блин, для обработки, чтобы такой гранит обрабатывать долго, блин. Кроме тебя есть. Ты так пользу приносишь. Так, смотрите, 95-е качество примерно должно быть или 100. Это что, гвозди какого делать, Катя? Давайте даже надо не гвозди, кусочки, какого качества сделать. Что, кстати, гвозди кусочки или просто гвозди? Не знаю. Ты и гвозди кузнец. делай, пускай гвозди будут. А кусочки на болты разве не нужны? Ну, нам нужны хорошо. Ну, делай и кусочки. Вот сейчас есть 80 плюс качества, более 2000 кусочков. Этого мало? Ну, делай, они разойдутся, поверь. Просто нужно ли нам много гвоздей сейчас, вот чего? Ну, сейчас не нужно много гвоздей. Ну, Подожди, хотя почему что-то- не нужно? Разве там склады лежат тогда, куда-то гвозди, наверное, нужны? У нас 2 склада не построены. Это у ребят надо будет спросить, у офицеров. Вон Архи зашел, вот а он в Авке сидит. Так, все, зайду позже, короче. Давай. Ищите гранит пока. Потом. В чате как ее, в болталке спроси. В болталке спроси, Алекс, тебе подскажут. Я думаю, что они же в онлайне. Что лучше, что хуже.
Все, есть. Вот бинты не нужен. Ой, а что такое? Почему зеленым? А это красный. Как так? Косяк? Прикинь, факел зеленым чем-то подсвечивает. Прикол какой-то. Больно, Андрюху вон писал в среду. Нужен тесаный камень, телеги 3-4. О. Заявки на крафт. Это надо спрашивать. Вроде заявок-то нету. Заявки он на строительство, чё? Там нету. То есть... Для кузнеца вроде бы заявок никаких нет. Я не вижу. Так что для болтов делай. Болты точно нужны. Они собираются на фарм в этот, как его, сходить. В деревню какую-то непонятно. Вы голодный. Только что вроде бы кушал. Больше не желает. Через 4 часа закат. Блин, почему у меня закат не бывает? Ты 1 час там, 1,5, все время 3 или 4 часа, блин. Никогда не попадаю, чтобы закат был там 1 час остался, там 30 минут осталось. Всегда почему-то 3 часа чем-то. Или 4 часа. Чего? Ну вот букву К английскую, если нажимаешь, там сейчас же высвечивается эта штука такая. Календарь называется. Ну. И вот там число указано, какое сейчас, да? И там написано закат через 4 часа 43 минуты, да? И у меня, я ни разу не видел, чтобы закат был 3 часа с чем-то. Ниже этого не было. О, Святослав тут. Еще где-то прорыли ближе туда ли. Это уже 3 дырки, что ли, получается, да? Святослав. Ну вы там нарыли.
Тут 39 качество. Маленькое. Ну. А там я не знаю, где рыть. В эту сторону рыть. Или вверх, может быть, там. Там высыпать некуда, вот что. О, все, надо заканчивать стрим. Пришла матушка. Сейчас болтать будет, рассказывать. Так, все, я, ребят, заканчиваю стрим тогда. Я слышу тебя.